Да. Потому что там родители, деды, бабы, короче, разные тоже вот так же. И поэтому, соответственно, от них это передается. И можно еще один вопрос, и я побегу. Скажите, пожалуйста, тоже читал в интернете, что есть у вас среди чеченцев русские чеченцы, которые когда-то были русскими, а потом стали чеченцами. Есть ли такое у вас? Ну, Есть, такие есть, случаи как тоже есть. казаки есть, немцы даже украинцы есть, есть. украинцы есть. Но они Да. уже чеченцами стали. А То вы есть откуда? Из Да, Казахстана. А, с Казахстана. Алга, Казахстан. То есть такие тоже, да, у вас бывают? Казахстан сказал. Кстати, есть казахи тоже. Я встречал казахов. Да, русские есть. Есть традиция у чеченцев. Если кто-то был преследован в своей стране, дискриминирован, и если он просил убежище, то ему давали. Примерно там есть казахи, я видел, но они уже не казахи, они уже чеченцы. Они чисто говорят на чеченском. И ты попробуй, подойди ему, скажи, что ты казах, а не чеченец. Он так хорошо, отдубасит, что мало не покажется. Да. То есть это все идет тоже по истории с учетом того, что кто-то уезжал к вам туда и потом уже становился чеченцем. И вы их считаете чеченцами, и они себя считают чеченцами, да? Ну да. Да. Принимаешь чеченство, все наши, как ну, идол называется. раньше это Понимаешь, практиковалось, когда принимали там и беглых всяких, да, там откуда-то вот человек бежит, его принимали. И там казаки часто тоже в чеченскую среду как бы мигрировали, скажем так. И в итоге те, кто приживались, оставались, они как бы проходили такой обряд посвящения, скажем так, да, ну, по сегодняшним меркам это там принятие гражданства, да, там, когда закалывали корову и принимали в то или иное общество человека, вот такой обряд некий посвящения. И человек уже принимался в общество, и дальше он уже как бы обязался соответствовать этому обществу и быть одним из членов. Но это такое более на раннем этапе, вот этот механизм. Сегодня уже мир же там меняется, да, и у других народов тоже как бы свои какие-то просвещения там в какое-то это общество, в клан, там примерно вот так происходило. Сегодня немного по-другому, например, гражданство, когда человек страны принимает, он изучает язык, историю, там, гимн, ну, от государства к государству тоже разнится, какие эти критерии, да, там. Вот что-то такое у нас тоже было в свое время. Все, понял. Спасибо большое за ответ. Всего доброго всем. Счастливо. Уходите свободными, а дома завоеватыши. Да, нужно тоже чеченское приветствие. Я иногда, когда на чьи-то площадке хожу, там пытаюсь как бы общепринятое приветствие выразить, но на наших площадках все-таки мы должны свое приветствие тоже как бы информировать общественность, потому что нас уже вот этими саламами, пополамами, короче, ассоциируют. Стирают идентичность. Помню, я ролик присылал тебе, Ибрahim, или нет? Когда как раз я вспомнил ролик, когда я разговаривал сейчас недавно, будто разговаривал с Ломаевым. Видел этот ролик, Ибрahim? Да, он с ним разговаривал, и Ломаев там
говорит, что не признает это Да. чеченское. А теперь потихоньку уже привык. И когда в эфире кто-то ему пишет, там, маршал, он отвечает, Дэл маршал. То есть все-таки работает наша вот эта деятельность. А ты видел, когда Бутов сказал, типа, до ислама чеченцы как говорили, и вот в этом месте он завис такой. Ломаев такой завис, понял, что он реально, он даже об этом не подумал. Как можно об этом не подумать? Я его вообще не понимаю. Ну, он, видишь, тоже такой, не такой в хорошем смысле, да, я скажу этого слова, недалекий такой парень. Просто на русском языке научился он неплохо говорить, там где-то по России во время войны, там где-то, видимо, в России нахватался, короче, просто на русском нормально разговаривать. И его по всем этим площадкам, вот, украинцы, кстати, его крутят везде, как эксперта какого-то. Он вообще не соответствует. Да, вообще не соответствует он этому. Просто там по-русски он может хорошо как бы предложениями вот так говорить. И его везде в телевизор там суют с его вот этой бородой, там тоже научили ему вот эту бороду отпускать. У меня еще один ролик был, я его, не знаю, отправлял будто, или, может, тебе тоже отправлял. Там, когда какая-то передача шла, украинская, касательно, к этому Коломаеву на эфир пришел один украинец, и там много людей сидело, и украинец такой, ну, как бы он хочет у него интервью брать у Ломаева. И прежде чем интервью начать, он говорит, я бы хотел вот 2 вопроса задать, прежде чем начну. Вот так бумажку свою взял, и говорит, у меня вот два вопроса есть. Как по-чеченски будет приветствие, говорит он, и еще один какой-то вопрос. И в этот момент Ломаев отвечает ему, у нас на чеченском приветствии у нас будет ассаламу алейкум. И я ему в эфире начинаю писать, говорю, Мусай, какой же ассаламу алейкум, это разве на чеченском? Кусочек маленький был, короче, так он закончился эфир. Хочу сказать, что он украинцу, вместо того, что на чеченском сказать, как будет приветствие, он все-таки ему почему-то сказал ассаламу алейкум. Да, они вот так вот, горе-эксперты на этих площадках вообще не соответствующие, поэтому какие-то вещи высказывают, и вот так вот все это воспринимают как бы за чистую монету. Так, у нас поднялся гость и сразу вышел. Так, Люцифер, Машова. Люцифер. Микрофон летел, если что, Люцифер. Че Гевара Маусига. А что он? У тебя 2 секунды, 2 секунды. Все, выстал. Мне очень... меня слышно? Очень хорошо. Как будто Израиль. Это наш спонсор. Судя по никнейму. Вот какая. Вот сейчас наверняка должно быть слышно. Тебя слышно, ты наш слышишь? Понял, да, понял. Так, ребята, у меня к вам вопрос такой. Мне очень интересно. Вы говорили здесь про Ломаева Муса Эричевича? Да. Да, я понял, да. Он где-то у викингов там живет, да?
В Финляндии. Финляндии живет. Поточнее. Ну, я ж поэтому и говорю у викингов. Вот, он где-то там живет, и он думает, что он рассуждает правильно. Вы знаете, он меня заблокировал как-то. Я не знаю почему. Я ему задал пару вопросов, и он решил, что меня нужно заблокировать. Я не знаю, что я ему плохого сказал. Я просто говорил как вам сказать, о том, чтобы чеченцы были свободными. Вот. И он меня раз и в блок кинул. Я не знаю почему. Может быть, вы знаете. Может, из-за твоего имени, которое Люцифер ты прописал? Или же он не хочет, чтобы чеченцы были свободными. Ужас какой. Мне звонят. Выстрел-то посмотри, вот потом зайдешь. Так, вот у нас опять вот гость у нас поднялся с каким-то то ли Я тот святой. самый сирийц. Здравствуйте, всё. господин Ибрагим. Приветствую. Приветствую своего друга Урукхая. Вот. И всех приветствую. Я что хотел сказать, я буквально ненадолго. Позавчера была трагическая дата, можно сказать, юбилей. 30 лет со дня гибели легитимно избранного первого президента Чеченской республики Ичкерия Джохара Мусаевича Дудаева. От себя лично я приношу соболезнования чеченскому народу. Желаю чеченскому народу академиков, ученых, докторов наук, поэтов, медиков. Полностью присоединяюсь и благодарю. Спасибо, брат, благодарю. 100%. Благодарю. Хотя Дудаев, по-моему, в 20-х числах погиб. Ну, 21-го, если точнее, да. Но, тем не менее, как бы, все равно это сейчас вот на днях. Так что, да. Хороший был человек, Джохар Дудаев. Конечно, не без каких-то там негативных моментов, которые из нас, наверное, с каждым есть. Вот такая ситуация. Так, Люцифер. Сейчас, наверное, вернется. Имя очень прикольное, Люцифер. У нас тоже есть один Люцифер. И вообще такой прикол был, да, в Телеграме Люцифер заходит и говорит по-чеченски: «Добрый день». Ну, дедек по-чеченски. И ему отвечает тоже один наш там соотечественник, и ему говорит по-чеченски, отвечает ему: «Да, Луизил Люцифер». Дословно, если перевести, чтобы Бог любил тебя. То есть, ну, если не дословно переводить, как бы да хранит тебя Господь, да? Или же там да благословит тебя Господь. Но по-чеченски, если дословно, как бы, чтобы Господь возлюбил тебя. И вот интересно, да, чтобы Господь возлюбил тебя, Люцифер. Вообще-то, знаешь, Ибрагим, на чеченском языке Бог это Цу.
значит ЦУ. Дел это как всеотец, да, верховный, это самое, один из богов, так скажем, да, а бог на чеченском языке это ЦУ. Ну, я не знаю вот этих исторических подробностей. Я знаю, что и мне, и окружающим вокруг меня всегда употреблялось у нас, когда упоминали Бога, именно название Бога это Дейла. А если исторически, да, там копать, возможно, я просто никогда в практике, я сейчас не отрицаю, да, вот это название, но в практике никогда в жизни такое не применялось. Цудон Ибраим, Цуоцуна, Хоцуна, просто Хомахара, ислам Чударцани, там начали это самое убирать там других там божеств, скажем, да, и уничтожать язычество. И как, например, арабы оставили своего верховного там бога, это Аллаха. И то же самое и здесь происходило. Ну, точь-в-точь одинаково все. Да, но зато место, если у нас было, да, ну, так, предположим, да, что у нас было это, и мы как бы начали принимать мусульманство, то это должно было нам, как бы вместо него мы должны были применять Аллах. Но там не такой процесс как бы происходит. То есть, значит, это не в зависимости от ислама. Как бы даже если на раннем этапе это присутствовало, то где-то в итоге это еще до прихода ислама как бы преобразовалось в Дейла. Но Дейла это, если дословно там переводить, Диэл, повелитель мощи, Повелитель дня. Повелитель дня. Ну да, и так можно это переводить. Повелитель мощи, повелитель дня. Вот такое. Отец-повелитель тоже можно это перевести. Цу это скорее повелитель огня, наверное, был на свете. Нет, Цу это вообще само название огня. Вот, если человек... В чате пишут, Ибраим, что Цу это идол. Я просто не знаю вот этой истории, вот это я не знаю, но я не могу ее не отрицать, не подтверждать, пока это не будет изучено. Но то, что на практике никогда, чтобы чеченцы вообще, ни Аллах, никакой чеченец никогда не употреблял, ни Цу никакой чеченец не употреблял. Вот когда я еще мелкий был, до прихода вот этого ваххабита, ни Цу, ни Аллах, вот такого я не слышал. То есть Бога называли Дейла чеченцев. Или там это повелитель дня там или повелитель света. Я вообще поднялся сюда сказать кое-что. Вот человек заходил насчет того, что есть светлые, есть темные представители Чечни. Хочу сказать, что есть такое ошибочное представление обывателей вообще в целом. Я его не считаю за обывателя, но в целом вот складывается у людей такое впечатление, так как сейчас национальное мышление у многих присутствует, то складывается как бы впечатление такое, что раньше люди как бы присутствовали в национальной республике, но люди как бы жили обособленно. Например, в Чечне только чеченцы или там в России только русские. И это ошибочно, потому что люди всегда, они там торговали,
политически как-то дела вели там и просто Да, обменивались ресурсами. мигрировали. Да. Замуж же выходили друг за друга, женились там. Просто как бы быт такой был. Они же не политики там, не какие-то там националисты и тому подобное. Просто люди жили и все. У них не было телевидения, газет. Они как бы... У них была просто идеология жизни и все, и быт. Как бы как выжить. Вот. И, конечно, если девушка там понравилась где-то, да, в другом селе, и там как-то произошел контакт, да, какой-то засватали, то там уже как бы не откажешься же от своих внуков, например, что там, ну, вы не той национальности, да, там, или той. Конечно, такого не было. Так что это все вот, это сейчас, я имею в виду, эксплуатируется вот тоже различными людьми вот это вот заблуждение, что якобы раньше жили там на обособленные народы. Такие народы действительно есть, но это где-то на островах, это единицы, то есть людей. А вообще вот, согласно науке, наш генетический код, он стремится к разнообразию. Так что то, что там светлой какой-то девушке нравится там, скажем так, борцуха, да, там говорят здоровый, это действительно так. То есть на подсознательном уровне он действительно ей нравится. И мало того, что она ему светлая такая, тоже нравится. Это природа хочет разнообразить генетический код. Вот мы так настроены. Именно поэтому там рода стараются не перемешиваться. То есть древние мудрецы, они тоже как-то вычислили, что если там... Ну, видите, это все на практике же происходило. Если раньше люди смогли выводить домашних животных, растения тысячелетиями, да, то понятно, да, что там вот эта вот культура изучения там человека, вот это родственные связи, то есть когда люди на практике видели, когда близкие люди сходятся, скажем так, там, двоюродные и так далее, и что от этого происходит, соответственно, это уже как бы передавали другим, что вот так нельзя. Да, я думаю, старики какие-нибудь мудрецы, они делали свои выводы и младшим запрещали, так сказать. У них уже был опыт, скорее всего, у определенных людей, и они этот опыт передавали, и младшим уже запрещали между собой, да, какую-то там близость, скажем так. Вот. То есть это я говорю вот для людей, которые слушают. То есть я вот хочу на примере привести. Мне, как светлому человеку, лучше всего вот там на африканке на какой-нибудь. То есть это реально. Конечно, мы знаем, что африканцы лучше всех бегают, да, там, например, а белый человек, он соображает по-другому. То есть технический прогресс, да, идет. И лучше всего, и мало того, что если африканца сюда привезти куда-нибудь в СНГ страны, он может заболеть здесь болезнями, гриппом, и, короче, это все может для него плохо закончиться, без прививок, без современной медицины. Также и для меня, если я в Африку возьму визу и, короче, поеду туда и не буду делать прививок. Да, и тебя комары сразу там загасят, малярии. Да, но вот если у нас будут дети, то они будут отчасти способны здесь, как бы, да, скажем так, жить. И там, вот. Это вот так генетика работает в целом. Вот что я хотел рассказать. То есть это дает только преимущество. А что такое народ тогда, народность? Народность – это вот культурное понятие. То есть даже вот у евреев человек может пройти гиюр и стать евреем, если кто не знает. Вот. А евреи очень следят за своей чистотой, так сказать, духовной в первую очередь. То есть народ – это в первую очередь культура, культурное понятие. Ребенок рождается, например, от казашки, от русской. Спрашивают в роддоме, что записать в свидетельство о рождении, русский или казах. Вот. И люди уже сами решают. В природе такого понятия нет. Вот что я имею в виду. В природе есть только генетический код. Благодарю за внимание. Да, благодарствую.
Вендетта выстрела. МР-X9-11. Че Гевара, Санек Халака. Явно хочет он нам что-то рассказать. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والصلاة على Винегрет Цезарь Кабачков Кратис. بعد. Приветствую вас, кафедры, чеченским, языческим, джагалийским. Приветствую, марш до приводите свободного. Алхамдулилlah, сейчас Махди придет, вы все кефиры наджасы будете платить джизю в униженном состоянии по 9 суре 24, да, то есть 29 аята. Иншаллах. Где все ваххабиты? Под шконку ушли. Же нам говорили, что это неизлечимо. Вот вначале, помните, как петушились? На каждом стреле, короче. Вот эти комнатные, диванные головорезы. Ну, по-моему, тут уже переборщили вы слишком. Уже там некоторые феминистов там переобулись, ЛДПРовцев. Политические журналисты стали боя. Да, вон Мамаева взяли, запугали. Он там сидел, грозился, что всех демократов испарит. А потом сел Кроме с этим того, он говорил, что чеченского приветствия нет. Да. А сейчас даже смс-ные берет, ты, бля. СМС-ку, когда пишешь, маршал дуя Муза. Муза даже приподнимается и говорит, Дели маршал Хил, маршал, говорит. А до этого говорил, это что... хорошо, это вот обучился. Ну, просто негативно это то, что слишком запугивать это плохо, потому что он с Боровым, когда он общался, вообще повелся там. Боровой, когда сказал, спросил, вы что хотите, и он начал: Чеченская Демократическая Республика, это моя боль. Это слишком, короче, это было. Қиыр бәл, жоқ қиырлы өші, бля. До того жоқ қиыл. Юғатса бұғарыш қиылы, қиылы чена. Да, я даже на его ваххабитскую сторону уже перешел перед этим Боровым, как бы мне уже неприятно стало, даже ваххабит. Неудобно стало. Да, за него неудобно уже. Блин, вроде бы там ваххабитов, он имеется в виду демократов, испарял, а тут раз перед этим Боровым сразу там скатился. Голос мял нежный, да дари Борова гюстол джена. Да, Чеченская Демократическая Республика, это моя боль. Это мои чаяния. Вот смотрите, моя мечта, Барцу, даже у него мечта была. Кефирские демократы. Мечта. Вот смотрите, это моя боль. Так, вот это еще моя один мечта. кефир к нам зашел. Маршал. Всем маршала, добрый вечер. О, Наджас пришел, Наджас. О, 100% это якутские наджасы самые страшные. Сейчас шейкели всем будет раскидывать. Да, шейкели, слушай, я вчера, Ибраим, слушай прикол, я вчера лежу, слушал ваш эфир в обнимку с моим сыном и заснул. Вдруг я просыпаюсь, скакиваю, вот этот внизу начинает орать и плакать,
И бедные мои абдулашки, мои бедные мои мусульмане. Он так орал, что я аж подскочил с кровати, блин. Ты хоть когда делаешь крики, блядь, предупреждаю, блин, люди немножко засыпают, блядь. Азан, Вообще? что ли? Да, а вообще, у нас талант теряется. Мы теряем талант. Погорелый театр отдыхает просто. Я тебе говорю, артист высшего пилотажа. Голливуд отдыхает. Я не понял, чего он плачет, бля. Я проснулся, блин. Он сидит, плачет, кричит, бедные мои мусульмане, бля. Что же с вами буду делать, блядь? Это когда, Чтоб ты был короче, здоров, блядь. они сказали, что типа, короче, как это, типа, почему вы не бедных террористов, короче, на сторону бедных террористов не встаете? У меня слеза уже пустила, я не смог остановиться в прямом эфире. Короче, два полотенца мокрым сделал. Ты артист, я тебе говорю, блин. Я аж подскочил, я тебе говорю, я думаю, что случилось? Блин. Прикинь, ты Блин, спишь, да. крики. Ага. И Это и он слышал ты плачет. про Луну? Про Луну когда рассказывали? Ты про это или я что-то не думаю? То, что про Луну, он на Луне, Нил Армстронг слышал. Облетели всю Луну, оказывается, никакой трещины нету, бля. Вот это беда. Не, ты это не про то. Нил Армстронг слышал, как азан делают на Луне. Представлю, он, им Армстронг услышал, как вот этот наш Салаф всегалактический делал азан на Луне. Не, он это Что-то не видел. новенькое, что-то новенькое. Тебе надо посмотреть, в личку надо скинуть. Скинь, я посмотрю. Что-то новое. За это хотя бы 30 тысяч шекелей нужно скинуть. Это вообще ценно. 30 тысяч шекелей. Слышишь, у тебя там ничего не треснет. И еще вот что, ребята. Леонов, который вышел, первый человек, который вышел в открытый космос, говорят, он тоже слышал пение красивое, блаженное. И когда он путешествовал в Саудии, и там услышал это, и спросил, а что это такое? Это призыв к Аллаху. И он тут же засвидетельствовал, я свидетельствую, что нет Мухаммада там, Аллаха там, все такое. Можете себе представить, такую дичь рассказывать людям, реально? Да, это Герман, я в книжках вот этих вот писали. Мы я про это как раз и говорю. Там Леонов услышал азан открыто в космосе. Короче, здесь сейчас не вариант это прокрутить. Может, со Вообще, второго устройства дать послушать. Давай, послушаем. Нас вообще еще ищет сублиминал. У нас ищет, так мы должны прятаться за бетонную стенку сейчас. Да? Это тоже артист заходит на стримы к евреям и рассказывает, что он ищет нас. И скоро нас найдет. Уже появился. За деревьями прячетесь, поэтому пока... Да, они ему поверили. Вышел, уже ханама. Они ему поверили. Ты слышишь, Яхуд? Они уже достали. Яхуд, Махди уже идет за вами. Прячьтесь и дрожите. Смотри, я уже достал пистолеты на стол поставил. И мечету тоже. Где они? Вот я жду, где они? Вот сижу и жду их, блядь. Что-то плохо они идут. Леон, у вас это оружие только с разрешением или как? Да. Конечно. Ну так лучше. Ну почти у всех оружие. Почти. Да, но вот с этой шляпами, с косичками ходят, которые вы им тоже оружие даете. Там автоматы, братан, у тех базуки вообще. Эти опасные ребята. Не, ну с этим, с разрешением лучше все-таки. Там через психолога вот такое. А мы с Алихай сразу, блядь, блядь. Леон, ты знаешь, как мы узнаем, где вы находитесь? Нам об этом говорят. Деревья и камни нам об этом говорят. Да, вот это слышал. Нечетные камни, если вы видите, узнайте, что неподалеку, короче, евреи нужно искать.
Я сижу на ветском стриме, он заходит, говорит, начинает прикалываться, что за мной ищут, меня сейчас найдут. Я сижу с ним, прикалываюсь дальше. Ну, идем. А эти не понимают этого прикола нашего, да? Не знают нас. Там уже пистолеты вытащили, ножи. Блин, ты тоже... Я как пророк в 2 кольчугах уже купаюсь, сплю. Одна кольчуга уже под кожу ушла. Ну, короче, исчезла. Включи, Ибраим, пожалуйста. Можешь включить про это, Азан? Так, да, с другого устройства. Слышно или нет? Сразу скажите только. Так. Так, это не то, по-моему. Не, это не то. Сейчас, один момент. Сейчас включу. Там кто читает? Наш избранный? Вот этот Иуд, кавказский Нет, еврей? так неинтересно да? будет. Так, неинтересно. Там сам фильм нужно посмотреть. Кем я посмотрю? Не, сейчас я сюда. Ну, услышать тоже достаточно. Короче, я сегодня посмотрел, начали выходить все больше и больше роликов, что мы там натворили, только Израиль, да, в Иране. 6000 целей. Если я 2 дня буду выпускать ролик, 2 ролика в день, так это 8 лет я буду выпускать. Представляешь? Там какой-то центр еще им поломали, видео показали, где космический центр, там спутники руководить. Тоже разломали, блин. Так, сейчас включаю. Слышно или нет? Слышно? Да. Человек, ступивший на Луну, возвестил миру об этом такими словами. Орел сел на Луну. Группа астронавтов Армстронг, Олдринг, Коллинз во время исследования поверхности Луны неожиданно увидели непонятное явление. Все разговоры в этот момент записывались на магнитную ленту. Мы видим какой-то предмет, похожий на открытую книгу, прямо над морем записей. Похож на 2 кольца и на раскрытую книгу. Я изменил положение секстанта. Теперь ясно, что это форма книги. На Земле не поверили, а на следующий день книга исчезла, и появилась помеха, заглушавшая радиосвязь. Вклинился звук, похожий на сирену пожарной машины. Земля, вы меня слышите? Уберите помеху. Это сигнал, иначе я скоро оглохну. Земле астронавтам посоветовали проверить, нет ли поблизости другого космического корабля, который мог бы издавать такие звуки. На завтра Армстронг вновь ступил на Луну, и звук, похожий на музыку, раздался снова. Ашхаду ан ля иляха илля-Аллах. Ашад Махатма Расамбау. Вроде бы так звучат, похоже на индийский. Я ее слышал до конца, ее как-то приятно становится. По-моему, из африканских радиостанций. Опять тот же самый звук. Этот звук идет с Луны, это не радиоволна, это нечто, во что поверить. На Земле опять все это восприняли как шутку. И правда, откуда быть звуку в безвоздушном пространстве? Через некоторое время астронавты вернулись на Землю. Еще раз были не по поводу музыки, звучащей на Луне, объявив, что это святое изречение на арабском языке. Прошло много времени, и это же изречение услышал астронавт Аполло-16 Хорган. Но это известие никому не принесло чувство удовлетворения. И что бы там ни было, эту новость постарались скрыть от суда общественности.
Короче, кафиры это скрыли от всех. И вот так осталось это дело за кадром. Ну вот так вот грузят, да, людей. По-любому Вендетта делает это, Азан, по-любому. Ибраим, скинь мне этот ролик. Скинь мне его, пожалуйста. Это был Салев наш. Блаженный, благословенный Салев. У кого этот ролик есть? У меня есть сейчас ролик. скинь. У тебя, у тебя у тебя в группе? Сейчас я тебе скину. Так, Всё. сюда только после эфира, по-моему, да? Или так можно тоже? Я сейчас скоро буду свои эти... У меня же каждое утро будет выходить Абдулашки, да? Каждое утро. Вендетта, ты скинь ему. Он же у тебя есть тоже или нет? Есть. А у него есть это в этой группе? Я же каждое утро делал Абдулашки, да, приколы все эти, а сейчас через неделю начну опять. Так буду, я туда поставлю передачу в эту. Так это... Не видел мою передачу Абдулашки? Насчет чего это? Это каждое утро у меня, ну не сейчас, до этого выходила Абдулашки, там музыка релаша и начинаются всякие приколы вот эти вот такие же. У тебя здесь на канале это? Да. Ну и сейчас про войну, ну через неделю я опять начну. Там такой мальчик сидит сопливый, рисунок, и музыка релаша, а потом начинаются все эти приколы вот эти. Ну, там много приколов. Так я в программу Абдулашку засунул. Враг Аллаха ты. Ты хочешь прикол? Ты хочешь послушать кафе? Хочешь послушать прикол? Мне потом муслики писали, а где программа Абдулашек? Я тебе на полном серьезе говорю, они садомазы. Серьезно? Да, я тебе покажу. Я тебе говорю, сейчас пока война. Я тебе говорю, соскучились, ребята. А ты зайди. Вот картинка, которая есть, мальчик такой сопливый. Сопливый такой есть, такой, да, вот это музыка релаш. Я видел тебя, я смотрю этот сериал, да. Да. Вот, так я прекратил пока. Я полагаю, дело не в том, что садомазы, они же разные бывают. Есть шииты, они как-то к суннитам плохо, а сунниты плохо к шиитам. Возможно, они я не знаю, ну... находят какие-то свои противоречия и вот радуются. Мне человек 30 написала уже, где Абдулашки. Я говорю, скоро. Они скучают, блядь. Крикс, я тебе в личку, в телегу скину, если можешь, перекинь ему. Я просто сейчас вот здесь так не могу ему скинуть. Крис, скинь мне потом, окей? Хорошо. Я через неделю начну передачу Абдулашки каждое утро. Так что кто меня слышит, все это... Кто ждал эту передачу, она возвращается. Так, Вендетта у нас что-то пассивничает сегодня. У меня один случай был лет 15 назад. Был такой в YouTube один ролик, и там рассказывалось, может, вы знаете, есть такое золотое сечение. Типа там... как это было? Уже забыл я, короче. Про золотое сечение. Типа, если ты через золотое сечение на любую карту накладываешь золотое сечение, получается, ну, как бы все вот эти картины, Леонардо да Винчи, это то же самое, вот, как он назывался, Витрувианский человек, как бы то же самое сделан по золотому сечению. И ролик о том, что якобы он делит Коран и делит, короче, вот карту берешь, делишь ровно на золотое сечение, и он говорит, именно в этом, где точка, вот точкой происходит, две линии сходятся, вот в этом месте находится Кааба. И он говорит, вы это можете проверить сами, просто открываете любую, короче говоря, он программку называет такую, открываете, говорит, в нее загружаете любую карту, и он показывает золотое сечение. Ну и там все пишут комментарии, много просмотров. И вот там я нарываюсь на одного, он, походу, атеист был, я так понял, короче, но он был очень такой умный. И вот мы с ним разговариваем на эту тему, общаемся, это было 15 назад,
контекст, не помню разговора, ну, примерно. И он мне говорит: а ты уверен, говоришь, что он находится по золотому сечению? Я говорю, ну, судя по ролику, да. Он говорит, а ты сам проверял? Он говорит, нет. Он говорит, я сейчас проверю сам. Он уходит, приходит на второй день, говорит, я программку заключил, а я-то еще не сделал, карту закачал. И знаешь, где находится твоя Кааба? Я говорю, где? Он говорит, в океане. Я загружаю, да, потому что в ролике показывает карту, он говорит, тебе эту карту для тебя подогнали. На этой карте этот ролик можно найти, пишите «Золотое сечение», там «Ислам», «Коран», что-то такое, и он появится. Да, вот эта существующая карта, она неправильно отображает размеры территории, поэтому... Да, я эту программку сам закачал, скачал карту, закинул карту, и он мне показал в океане. Видел эту программу, которую ты говоришь, они показывают все сечения в Петре почему-то. Петра. Я вам другое расскажу. Здесь сидел человек там в философском чате. У него товарищ, он делает канал по альтернативной истории. И просто там нанимает всяких людей, которые ему пишут эти истории. Так с ним связываются люди, которые ему там что-то доказывают, вот это альтернативное там. Он поддерживает этот разговор. Ну, то есть он сам знает, что это все как бы это просто поддерживает аудиторию. Я думаю, вы поняли. Он просто заказывает у копирайтеров тексты, и все это вымысел. Но ему приходится, чтобы люди не разбежались, он вот что-то там поддерживает. Вот человек делает деньги просто. Кстати, Субинал, слышишь? Завтра твой любимый ролик выйдет утром. Давай. Самое Ты интересное... его так ждал. Да, самое Ты его интересное... так ждал. Давай все посмотрим. Самое интересное, этот ролик в YouTube, он потом комментарии закрыл, потому что начали очень много писать, что ты, короче, фейк закинул. И он комментарии отключил. Там этот ролик, короче, взорвал, блядь, уже взрыв был. А бедный Абу Джафер, ихний, блядь, лидер Абдуллашек убежал, когда... Он же их пострекал их всех на это все дело. Так я когда... Ну, это при тебе было. Я к нему поднялся, задал этот вопрос и специально ушел. Так он начал подгорать и всякую херню нести. Так я сделал ролик, а сейчас уже полностью объяснение. Они начали рассказывать, что это неправда. Так мы достали из широких штанин Камасутру и начали показывать именно по номерам, что и как. То есть ролик говорит о том, что сама Камасутра показывает, что книга недостоверная и ислам искажен. То есть там что получилось? Они переписали Писание, изменяли его. Мало того, они еще уничтожали. Есть такие вещи, что они уничтожили. А если это Священное Писание, она не может быть переписана, изменить и уничтожить. Короче, там все по Суне, все по Камасутре, блин. Ну ты же сам показывал. Первый, кто официально сжег Коран, это во времена Османа. Вот это собрали то, что им не нужно, вообще к чертям сожгли и начали по новой, короче, эту писанину делать. Это ты, Боже, как бы понимаешь, это говорим. А тут показано по факту, мы взяли по факту книгу, показали, что изменили, да, что заменили и что удалили. Это знаешь, какой удар для них? Они будут, Османа, ведь он фактически сжег первый источник, где первый раз Да, первые, кто... Это вообще были первые аяты, которые, знаете еще, как писали? Спрашивали, первый а ты поджигатель помнишь... Корана, кстати. Да, а ты помнишь какой-то хадис спрашивали, какого-то Чуэш Османа Ибн какого-то, и он говорил, я вот такой помню. И представляете, все эти аяты собраны по каким-то, короче, болтовням. Вот этих тамошних, короче, живших рядом с пророком людей. Типа он первый полудан, это он, да? Да. Да, первое, вот это собрано по рассказам, как хадисы собраны в Бугаре. Коран тоже таким же образом создан по рассказам каких-то людей, которые некоторые помнят один аят, другой два аята, другой вообще половина аята. Вот так и собрано все. Как его звали?
Осман ибн Афан, это апостол Мухаммада. Надо будет про И него вот ролик сделать. я вот хочу услышать со стороны мусульман, чтобы они проклинали его. Он фактически взял оригинальный Коран, свитки, на котором все было записано. Когда собрал, приказал сжечь это все. Выходит, он является первым из тех, кто начал сжигать Кораны, первый поджигатель Корана. И я сейчас хочу со стороны мусульман, что единственно был один мусульманин. Это такой был прямолинейный такой мусульманин, русский, принявший ислам. Он вынес таквир Османа ибн Аффана. Потом мусульмане начали: ты чё? Ты вообще знаешь, кто такой? Он говорит: мне плевать, он жег Коран, значит он кафир. Я потом вообще говорю: а ты знаешь, что мусульмане его сами убили? И он начинает говорить: правильно, значит за это и убили, короче. Вообще круто, приколист был. Скинь про него информацию, мы сделаем ролик. Осуждаем. А это было несколько лет назад. Речь идет не о призывах, а о разъяснении ситуации в интернете. Не, я рассказываю историю, которая несколько лет назад была. Единственное, один парень был русский. Про него информацию. А где-то есть про него информация? Про Османа, что ли? Да. Кстати, вот это 32 плюс 32 писать сюда в ТикТок, это, по-моему, фейк, какая-то это ерунда. То есть это не из алгоритмов ТикТока. Когда здесь какие-то вот эти запрещенные высказывания происходят, это плюс 32, оно никакой роли не играет. Это не работает, это все дебилизм. Надо будет найти про него много информации и сделать про него ролик. Я сделаю его. Я скажу Алексу. Я нахожу информацию, я ему скидываю. Это будет еще один удар по ним. Это плюс 32, Яхудрома первый сказал, и вот с этого пошло-поехало. Нет, плюс 32 это означает типа, да, это означает, что ты как бы осуждаешь вот это дело, но для алгоритмов ТикТока это никакой роли не играет. Вообще, что ты поставил, это не поставил. Чисто как солидарность ты это пишешь, но ТикТок никак не реагирует на это. Единственное вот это высказывание, его можно вот так словесно, скажем так, не то чтобы опровергнуть, а осудить. Типа это ты там, если как ведущий, ты как осуждаешь это и призываешь. Каждые полгода или год у меня алгоритмы, меняют устройства свои. Там постоянно все меняется, так что может быть раньше где-то работало, сейчас это не работает. Я вообще здесь недавно, сколько мы здесь уже, Вендетта еще раньше, я, по-моему... Месяца 2. Да. Мурад нас затащил сюда, как и в Телеграм в свое время. Телега, она, в принципе, для эфиров удобнее, будет поудобнее, чем ТикТок. Просто тебе вот так постоянно на экране сидеть не надо, там модеров расставляешь, сам можешь, когда хочешь, выходить, заходить, и у тебя там круглосуточный эфир идет. Здесь такой функции, к сожалению, нет. Но по стабильности ТикТок получше будет, по связи там, такое. Так, тут какой-то доктор был, писал про ЛДПР. Здесь не собрались
ЛДПРовцы. Получается, уничтожил все доказательства. Ну да, именно этим он и занимался, являлся врагом Аллаха. Подожди, а Да почему... проклянет его Аллах. Он же был последником этого Мухомора. Почему он сжег эту книгу? А потому что он завидовал ему при жизни и решил свой собственный Коран собрать. Потом народ сбунтовался, и то, что он собрал, после того, как приказал сжечь оригинальные свитки, сказал это тоже сжечь, можете себе представить? И только тогда люди удовлетворились рассказывать. Где можно прочитать про него? Это в Сирии можно прочитать, как Коран там собирали, найдешь там. Там вообще не проблема найти там. Короче... В Сирии? Сира Мухаммада. Не Сирия, а ну, это история. Сира, это история. Сира пророка называется. Кстати, это Сира, по-моему, это тоже не Сира сахаб, есть сира сахабов, есть сира табиинов там, да, после сподвижников, которые были табиины там хуляфа Подожди, а Рашидин, это правильные халифы. к Сире Бухари как относится к Сире? Это вообще священное, но когда к ним они нормально относятся там. Ну то, что им по кайфу, да, там сколько все достоверно, брать, там, да, вот что надо делать при всеми извержения там. В этом моменте они серьезно относятся конкретно. Я сейчас объясню. Дело в том, что одни есть шииты, есть сунниты. Одни признают одни писания, вот эти вот, другие. И авторитеты у них разные, у обоих. Потому что после, когда Мухаммед, погиб, умер там и все такое, они стали власть делить между собой, мусульмане, вот оставшиеся. И вот у них там конфликт возник, и с тех времен вот они делятся. Там появились свои авторитеты у одних и у вторых. И одни признают своих, в общем, святых, так скажем, другие своих там. Ну, не святых, а вот проповедников. Благодарю за внимание. Кстати, можно сделать ролик. Он же умер как лжеце-пророк, правильно? Вообще-то, подожди, Кирилл. Вообще-то раскол произошел в политическом плане именно из-за понятия, ну как монархия, да, Ахлюль Байт. Те сунниты, хотели выбирать как, по парламенту, скажем, да, чтобы выбирали парламент между собой, там авторитета. А последователи монархии, там, Ахлюль Байта, да, они не хотели это, они хотели либо по родословности, либо по родству, да, но Абу Бакр не был ему родственником, если на то пошло, и Умар не был, и Усман не был, то есть власть должна была перейти к кому-то из его родственников, а это не происходило. И в итоге вот этот конфликт начался, и там вообще-то даже дело не в Писании было абсолютно. Раскол произошел именно из-за политики и власти. Это я понимаю. Леон, с моим паспортом что там, как бланки готовы уже? Уже печати ставят, ты что, уже там... У нас это самое, у нас здесь гость, ненавистник евреев, Пан Чечель. Пан Чечель, давай. С тебя уже 2 азана, как минимум. Потом тебе еще по шариатскому суду, надо тебя проучить. И все, стоп, леты, вот это казахская нагайка, стоп, леты. Кстати, у меня есть там, когда казаку по шариату, плейту, Что там, Венгрию потерял? А что Венгрию там? потерял. Да,
Орбан Все, ушел. Подожди, Орбана убрали, что ли? Просто на выборах он пролетел. В четвертом такой раз. Путлера, все, там траур. Ну, я надеюсь, конкретно пролетит этот ублюдок. Он сейчас конкретно пролетит. Что, чай выпил кто-то? Не понял. Не, просто на выборах пролетел. Мадяр или как? Мадяр вот этот, которого выбрали. Нормально может нормальным стать. Там показывали, как это Орбан привозил на автобусах людей, которые живут в Германии. Ну, в Германии есть такой... Бехмобила, Крикс, я тебя по зоопарке вырубил. Включись. Это я тебя случайно. Ну, да, не туда хорошо. нажал. И это там показывает, что вот эти сторонники Орбана, да, вот эти ватники, они из Германии привозили избирателей своих, чтобы они голосовали за Орбана. На автобусах, короче, массово завозили их в Венгрию, чтобы они голосовали за Орбана, так как у них было двойное гражданство, и в Германии, короче, со всех сторон созывали, короче, своих голосователей, своих сторонников. Среди них полно тоже хватает этих ватников, среди этих венгров тоже, да. И вот там люди, частники снимали это, показывали, там ссорились с ними. Там такие дела там были. Так, пан Чечель теперь под Дон Ахча зашел. Азан будешь делать? Я даже в ТикТоке встречал вот этих венгров, сторонников там вот как бы советизации и всего прочего. Здесь даже были. Правда, по-русски плохо говорят. Вообще мало говорят по-русски. Это там вообще только старые, и то плохо. Да. Но у них интересно такой свой язык, на европейские языки не похож. Ну, насчет сербов, там вообще, там полная труба у сербов. Они еще те ватники, проватные, короче говоря. Там вообще полный трэш, короче, насчет сербов. Они прямо вот обожают там Россию, даже знать не знают, что там происходит. Им просто промыли, что типа братские народы, все такое. И, кстати, они гражданство начали давать массово россиянам. Именно сербы. У тебя что там, PlayStation или Xbox? И я тут на Амалии, на пути Аллаха. Нет, что у тебя? Он играет. У меня PlayStation. Я играю в игру. 4, старая. Последняя же, 5 или как? Да, 5, да. Ну, эта приставка у меня еще с тех времен, и нормальная графика, все хорошо, и игра хорошая, я поэтому играю. Мне подарили VR-очки, вот это метро там 3. Я там смотрю фильмы, вау, это прикольно. Ну, игры там само собой есть, да, как будто ты внутри. И фильмы очень классно, прикольно. Такое там тоже есть, да? Там 3D, да, есть такое. Как будто. Ты как будто внутри. Тут у наших да, слушай. Ты как будто внутри мира, там есть фильмы, вот как будто ты внутри, очень интересно. Ну вот Надо 2 раза нас, включал я. У моих этих пассажиров вот это есть мета, там Oculus 3. Вторая версия, третья. Не, мне сейчас 3-ю выдали, подарили. И как? Вторую ты видел вообще? Разница есть? Да я и с этой 3 раза включал, у меня дети бегают. Ну, там понятно, все равно интересно. Я зашел, я зашел в игру, включил самолеты, как будто я внутри. Или фильм смотрел вот это, да?
А Очень это прикольно. как бы Прикольно. не тошнит, когда много это самое туда смотреть. Не, ну час-два тебе это. Ты знаешь, сначала непривычно, сначала. А потом уже проходит как бы нормально. Не, я вот вторую, там, просто для прикола, да, там, тоже одевал поначалу. Короче, вообще Говорят, что интересная штука. третья, не S3, да, самая полная версия. Крис, братан, выключи микрофон. Там у тебя эти... Бача Бази орет, я не знаю, кто там тебя орет там постоянно. И это очень прикольно, я говорю, такое ощущение, как будто ты внутри. А разница есть, ну так говорят, я не знаю, как вторая, но разница А вот между эту второй и третьей, говорят, что Apple-овскую не большая. пробовал никто? Apple-овскую. Apple не. Как они называются? Apple, что-то там. Сейчас выходит новая. Сейчас выходит новая, будет даже выйти. Не, Apple-овская, знаешь, вот это мета, да, Quest, у нее же джойстики. У Apple-овской там нету джойстиков, там ты как бы Там можешь... руками, да. Да, пальцами, ну, как Но бы. Apple, она не для игр, Apple, она так. Это. Сейчас выходит новая, от Steam выходит, я посмотрел. Очень прикольно будет тоже. Пан Чачо, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Пан Чачо, давай на гармошке споем азан, альхамдулилля. На баяне. 3 баяна порвем по сунне. Нечетно. Только впредь розы будут после азана, то когда тебе до азана. Утром азан, вечером розы. Да. Ну, сейчас, по всей видимости, до Нахча несколько раз под носом получил. И назовем это Розан. Да, я тебе в шекеле кину, Приболел, говорит, Тюмень, верблюжья моча и финики лечат от любых болезней, пан Чачо. Ты что, сунну не знаешь? Я огурцы, для набора веса огурцы надо есть. Да, огурцы тоже, да. А ты хочешь прикол, Вендетта? Поднимается сюда, ну ладно, не буду называть имя его, да, Абдулашка, и рассказывает рассказ. Короче, в Европе продавали верблюжью мочу. И продали это нашим друзьям. Я один, короче, выпил и сказал, что это не верблюжья моча, а какая? Человеческая. Да. Он несколько лет свою мочу толкал мусульманам. Да. Они прошли, Ну, проверили. тоже вариант. Оказалось, это не верблюжья моча, а человеческая. Парень сделал там пару сотен тысяч. Да, бизнес. Я давно это предлагал. У нас эксперт по верблюжьей моче. Вот Валериус был. Я ему предлагал в Европе открыть вот это именно по продаже мочи. Вот этот завод. 2 или 10 верблюдов. Купить. Да, купить верблюда. Прямо у дороги, у автобана. Прямо верблюжий. Вот большой трафарет сделать. Рекламу. Слушай, прикол. Я, как еврей, этого все услышал. Думал, блядь, классный бизнес. Зашел, посмотрел в интернет, вдруг смотрю, да. Я говорю, что, классный бизнес. Смотрю, блин, зашел в интернет, начал посмотреть, они продают таблетки, лекарства. Как я не додумался. Да. Я говорю, пацаны, смотрите, делаем новый бизнес. Я написал им. Короче, я поставляю верблюды, качественные верблюды. Никакой чистокровная моча верблюжья. 3 литра. Вы платите 3 литра бесплатно за мой счет. 3 плюс 3. И там еще может быть верблюд, как бы потомок верблюда пророка. Чистая, никакой химии вы как внизу пишет. Я написал им, я жду предложения. Они скажут, да, все, я покупаю чистокровные арийские верблюды, бедуинские. 3 литра я продаю, 3 литра даю в подарок. А сертификат? Вот Дон Нахча пишет, как это оформить.
оформить как надо. Попробуй и уверуешь. А ты смеешься, там продаются таблетки, там подаются какие-то кремы с верблюжьей мочой, там вообще такое. Я почитал, Даже сухофрукт, как сухофрукты есть, таблетки мочи. Мочи, там, не знаю, как это называют, помета верблюжьего. Все есть. Короче, что она лечит? Печень, зрение, что там она еще лечит? Короче, все лечит. Все, мозги лечит. Мозги лечит, да. Абдулашки, кто хочет, обращайтесь ко мне или к Вендетте. Я буду поставлять вам 3 литра. Буду поставлять вам 3 литра бесплатно. За 3 литра вы платите. Да, мы, брат, иншаллах, евреи, наши братья, да, ичкерийцы, евреи, братья, да. Алхамдулилlah, Аллах нам дал братья, евреев, украинцев, да. Всех кафиров нам Аллах дал. Все там нормальные, цивилизованные народы. Слушай, Вендетта, можно замутить. Что-то это... Как это мимо у нас прошло? Ну, чому душу довеже? Машо, выстав. Машо. Леоня, Влад, сказываем, брат, израильский флаг, рез, Влад, соцом. Израильский флаг, законный израильский флаг. Принципал просто, бусубна, боишь полдей, брат. Израильский флаг, да любой флаг, любой почалкет, نتي قمال ده يشيل شو إسرائيل زكون почалкет, عندك حلي وعيسيات بوش بات. Принципал, сказываем, брат, просто бусубна, боишь полдей, брат. Путин на Аллаха управу найду. Вау, Алла, боулиш было. Что с израильским флагом? Боулиш было. نتنياهو سيلة الحمد لله نتنياهو رضي الله عنه. Melek şöyle de abicesi de er oldu. Selamun aleyküm. Daletto boş. Дохланы, салавач. Да, мула. Да, сразу тоба дай. Ача детел дай. Сунтлая маздай давиш. Да, мула. Давай, брат. Как огурчик санхеро. Yo, östal de öyle oluşu böyle. Сильный чеченец тебе возмущает. А что возмущал его израильский флаг, что ли, я не понял? Да, он чисто прикалывался. Да, у них троица от этой звезды Дауда, у него в глазах троица уходит. Не, он говорил, хороший флаг, тоже хочу себе. Такой дом хочу себе повесить, говорил. Ну так он не говорил, конечно. Ты сейчас еще приукрасил. Как хадис получился, достоверный. Ну как Вендетта сказал, нет, как ты можешь вообще играть, сконцентрироваться там и на игре, и здесь еще, блин, тоже интересно. Что у тебя там за игра? Эта игра называется Assassin's Creed Valhalla. Ну, я слушаю вас на ушко и играю. Это я не шучу, Вендетта. Давай это продавать серьезно. Верблюжью мочу. 3 литра бесплатно? Да, тут миллионами кто будет покупать и пить. Свежак вообще нужно будет, когда вот видел у меня видео на канале. Там есть верблюды, есть у вас? Действительно. Я его поставлю чистокровных, блядь, ты чё, блядь? 3 литра бесплатно. Подожди, давай тогда сюда, на Австрию, на Германию, можно же это делать? Конечно, все на можно. колесах? Да. За эту тему тебе откуда ты узнал вообще про нее? А, я же тебе говорю, зашел мусульманин к нам. Да. И начал Нет, рассказывать. там сертифицировать вот так можно? Да, он начал... Типа ветеринар, чтобы там это самое... Все будет кошерно, я тебе говорю, все, блядь. Вот. Все рыбы... Вот халяль. Даже рыбы печать поставить. Короче, он начал нам жаловаться, слышишь, что они пьют мочу не верблюжью, а человеческую. А я сижу, думаю, он прикалывается. И он рассказывает эту историю, прикинь, он сам мусульманин.
Я говорю, бля, ничего, бля. Я говорю, и ты что, пил? Он говорит, конечно, это полезно, бля. Я залез в интернет, да, начал проверять. На самом деле он был прав. Потом зашел на один эфир. Сижу, вижу, там Давид, швейцарец, тоже про эту тему толкает, да. И он рассказывает, говорю, что, серьезная тема? Он говорит, да. И я предложил, говорю, ребята, если что хотите, я вам поставлю мочу, блин. Чисто верблюжью мочу. 3 литра бесплатно, за 3 литра вы платите. Нормально, как бы, выгодное условие. А это самое... Хороший бизнес. Интересно, насколько ее можно держать там в баллонах или как? Для них сколько угодно. Для них мы все сделаем. Пускай пьют на здоровье. Вот эти банки, которые при совке. 3-литровые вот эти баллоны есть там? Можно достать? Прикинь, мочу пить верблюжа, блин. Верблюда. Я думал, это прикол сначала, блин. Оказывается, это от зрения, от почек, там, от мозгов, там, не знаю. От всего, короче. Так, вот здесь один зритель ищет мужчин. Говорит, эфир не мужчин. Я ему сейчас сайт знакомств. Сайт знакомств для Ну, мужчин. этих зутовцев подкиньте кто-нибудь. Он народ Альзута ищет, как пророк, 100%. Леон, а ты в курсе, что есть уринотерапия? Вы в курсе о таком? Да, есть уринотерапия. То есть это наука целая, образно. То есть от науки Там это еще, называется там ее надо еще уринотерапия. варить. То есть ее варят, и какой-то процент должен испариться, и вот это то, что... Уринная терапия. Уринная, это, английский. Да. Что такое уринная? Леон, а у вас твой еврейский балбала есть, который читаешь перед дорогой, там, от каферов, не знаю, от кашля, от Вот и джиннов? это тоже надо написать там, на это, как бы приложить. Очень наш типа того, чем. Нет, но если это для мусульман, надо на исламском писать, на арабском ихнюю. Не, там как бы на разных языках. Есть у него балбала, есть у него еще те балбала есть, да. Но в стену плачу, зайдите, там вы увидите столько балбалаев и Вот, подожди. А у стены плача этот пес, почему вы носите? Это же мусульманский пес. Какой пес? Пес. Тюбетейка. Подожди, поважи, тюбетейка тоже пес называется, или как правильно? Не, пес это волос, который они пускают. Я тут момент, я вспомнил. Тибетейка это кипа Когда я у них называется. учился на юридическом факультете, у нас одна девушка спросила, а что у тебя это на голове? А он, как всегда, вот этот пес ходил в тюбетейке. Он не смог эту тюбетейку назвать. Это какой-то шлем, то есть шлем. То есть пес сказал, в конце, Кипа. Он сказал, кипа называется. Кипа. Да, кипа, точно. Кепар, теперь понял, откуда кепка название. Кепар, кепка, да. Кипа. Кепка, блин. Подожди, у вас вот шляпы носят, это определенное общество носит как бы шляпы, религиозное это или как? Ну да, верующие с песами носят. Не, у нас вот шляпы как бы вообще в моде были. Там внизу пишет, до 90-х. фашисты, Астопила, 32 плюс, Аллах воскресе. Не, до 90-х у нас шляпа вообще как бы очень модный такой головной убор был.
Даже вон Джахар Дудаев, ну, короче, вот его сверстники все в основном... А можно шляпа. еще один вопрос задать? Леон, а почему все, короче, эти так называемые лидеры приезжают к вам и этот пяс надевают и, короче, у стены плача встают? Это не... Ну, это кепа, да. И почему вот это вы позволяете этим кафирам у стены плача плакать? Потому что это руины храма. Не, мусульмане, например, не позволяют заходить в мечеть и молиться. Не Нет, мусульмане. Путину позволяют в мечеть заходить, но Путину можно в сапогах. Вал-Харам, вот Каабу не позволяют. Путину можно в сапогах, как угодно, там, в керзовых, в валенках. Он что, заходил в сапогах? Да, в лаптях обуви даже заходил. можно Путину. В обуви заходил Путин. Они молчали? Да, они как бы сами готовы были туда подлечь. Путин Лабутенов зашел демонстративно, когда Кадыров, муфти, все муфтият духовенства были в носках. Путин в своих вот это, Лабутенов был. До этого завели собаку, чтобы она обнюхала там, есть там что-то или нет. Если собаку туда заводили. Да, не то, что одну десяток собак пробежались. Да, десятками собак туда привозят, каждый квадрат нюхает. Так что там не только там... Это собаки ислам принимают до того, как зайти в мечеть. Я видел одну собаку, которая плакала и шахаду прочитала. Ты гонишь, бля. А прикинь, она подняла ногу на столб, увидела столб, обоссала столб. Что делать? А? Значит, капер собака. Не, Это просто можно. принести ведро воды. Мечети можно в углу поставить, если вы не знали. Да, можно, кстати, действительно. Да, серьезно. Он правильно говорит, да. Можно пойти поставить в углу. Потом там кто-то придет, там пойдет в воду. Это самое, аккуратно. Просто, да, надо ведро. Но это так, Ибраим. Если кто-то... Пророк велел вообще не трогать, ничего не говорить тому человеку, который в мечети углу поссал. Да, плеваться можно в левую сторону или вообще чуть, короче, левее. Потолок может плеваться, да. А вот вы говорили, балбала, это на каком-то языке переводится как молитва, что ли, или просто от себя? Да. Балбала это на каждой религии. Как это, подожди, пойти в угол, поставить мечети, это где написано такое? Это хадис есть, сахих хадис, которым, когда один человек, короче, когда пророк сидел в первых рядах, там, короче, раздались крики, и пророк увидел, как этого там гнобят. А что случилось? О, посланник Аллаха, он тут в углу поссал. Оставьте его, принесите воды или питька и побрызгайте на то место, где он поссал. Все, расходимся. Все? Товарищ пророк, позвольте поссать в углу. Аккуратно. Так, вот видите, вы чувство этого анти, вы видите, оскорбили полностью. О, подгоревший пришел, подгоревший пришел. Это твой сосед араб, поговори с ним, чечено-говорящий араб, ваш сосед. Это вчера мы уже поговорили с ним, опущенный пришел. Что ты еще? Смотри, у меня вопрос к тебе. Прежде чем идти в вашу сторону, я на твой, короче, как посрал. Короче, я приду сейчас в мечеть, слушай меня, опущенный. Приду и не то, что обоссу, бля, я обосру вашу мечеть, блядь. Нахуй, бля, ногти и бошу. Нахуй как раз таки нахуй. Арбаят нахуй. Это опущенный.
стоят на 9 лет берштуют. Шичуаш, магуаш. Насилие, аярзая пошины нахрен. Аярзал Апаймар бо пидор, еще до мертижен. Соцум потом. Апаймар пидор филю гребаный. Ни хрена и ряд бокосу. Связи она запущенная. Влечко связи она. Ахуй сожжен. Запущенный пидор. Осуждаю. Шабует Барцу. Это Гузур, ты зачем зашел? Ты общаться или? Нет, подожди. Он сказал, что он ослу своему что-то сделать, я не понял сейчас. Он говорил про сказал, что я сегодня Талмудом потерся после того, как посрал, блядь. Не, ослы это про этого. Ослы это про Шамиля Маликова. Там нет. Скажи мне, Бог, оказывается, ваш Коран же сожгли. Зачем? Поднимите его, пускай орет, покричит, блин. Все нормально. Этот вчера дегенерат, послушайте меня, поднялся к девушке, да, и второй дегенерат. И начали ее оскорблять и ей угрожать. И я взорвался, короче, я сейчас зашел. Вот какие вы мужчины, блядь, да, что вы приходите и угрожаете девушке, а? Угрожаете, оскорбляете. Что за мужчины вы, блядь? Леон, у них пророк не то, что не угрожал, у них пророк дозволял ночью спящую женщин, детей, отправлять к Аллаху. Да. Нападение на спящих многобожников, вследствие чего поражение детей и женщин. Глава 146. Сахих Бухари, 3012 хадис. Однажды в Абеле, в Адане, проходящим мимо меня пророка спросили: «О посланник Аллаха, допустимо ли нападать на спящих многобожников, вследствие чего могут пострадать их женщины и дети?» На что посланник Аллаха ответил: «Они принадлежат к их числу». Кроме того, я слышал, как посланник Аллаха сказал: «Заповедным может являться лишь то, что принадлежит Аллаху и его посланнику». Да. И еще плюс, вот это стихотворение, которое сочинила вот эта женщина, ее как раз таки залез к ней, на хату муджахид, которая кормила грудью ребенка, она уснула, прямо вот кормящий ребенок даже на груди не пожалел вот так даже эту женщину. Он вот вонзил ей, вот эту железку. Да, вот такие они, все муджахиды опущенные. Осуждаем, порицаем, проклинаем. Смотри, Вендетта, как рассказывается это в сире Ибн Хишама, что этот сподвижник Амр подождал, пока стемнеет, когда все уснут, тайно проник их в дом ночью, нащупал ребенка, кстати, как раз она родила ребенка новорожденного. И это самое, откинул в сторону ребенка, новорожденного. Представьте, какие они ублюдки. Какие они, начиная от своего пророка и до самого ниже, были конченными ублюдками. Откинул новорожденного ребенка и насквозь пронзил его мечом. И он подождал до ночи. И представь себе, еще есть история, когда один сахаб убил свою рабыню. Подожди, Ибрахим, мы осуждаем это действие, мы против насилия, против всего этого кринжа исламского. И у этого сподвижника была рабыня, которая была беременна от него. И он убивает, отправляет на тот свет, извиняюсь за выражение, перепутал ТикТок, не то имел в виду. Отправляет ее... Сейчас, подожди, я тебе расскажу. Отправляет ее Ми'арадж, и потом спрашивает, почему ты беременную свою рабыню отправил в Ми'арадж. И тот отвечает, это был слепой его сподвижник. И он говорит: «О посланник Аллаха, она ругала тебя без остановки, и поэтому я так сделал». И тогда он это услышал, сказал:
за нее нет никакой это самое ненависти. А там рассказывается, ребенок даже, он настолько пронзил ее, что из живота там ребенок там упал. Вот настолько вот рассказывают эти все. И когда он услышал, что он отомстил за нее, это самое, он сказал, за нее нету никакой там отомщения там, то есть, ну, как бы все нормально, короче. Раз она ругала меня, значит все нормально. Правильно поступил, красавчик. Вот такой у них пророк, понимаешь? Вот такие люди. Блин, представьте, и вот эти, какие же они конченые, если вот эти появляются, типа защищают вот этого так называемого своего пророка. Это настолько конченным человеком должен быть, чтобы защищать такого ублюдка. Так, подождите, я чуть прокомментирую сейчас, да, вот тут один написал микродоверие. Так, здесь тоже у меня шум, один момент. И один момент. Я это прокомментирую. Тут Дик Лулхо как-то написал, там повыше. Манек васткарин ашлушу. Му дала войнах. Амал яшметик бехлур бо шволу. Ну тут вот смотри, Дик Лулхо, ты еще раньше это написал. Вот он пишет, нашли друга, типа, который говорит, что загадит мечеть, как-никак, типа, люди там молятся. Ну, как бы это правильно, да, то, что ты написал, его можно, скажем так, в знак уважения не говорить это, но дело в том, что это же как бы ответная реакция. Это вы сделали. Подожди, я это самое разъясню. Вот, ну, я, например, скажем так, такое не употребляю, да, в разговоре, но я что-то другое могу употребить, да, и вот вы когда заходите, и вон я на площадке был, где еврейские женщины, бабушки вообще взрослые, и видел, как вы заходите туда, что вы там только не говорите, да, вот это мат, я не знаю, там даже фантазия такая у вас еще извращенная. Вот это все потом, чтобы с вами красиво как-то, ну, с вами имеется в виду, с вот такими, чтобы потом нормально говорили, это так не работает. Какое-то уважение, если кто-то хочет, он должен либо сам соответствовать этому, да, вот сейчас раньше вот этот заходил, который чувак, который, он сейчас тоже говорит, там, Талмудом он потерялся и так далее. То есть это вот такая реакция. Если кто-то хочет, чтобы с ним нормально как бы обращались, там, разговаривали, он должен не поддерживать террористическую деятельность, не поддерживать вот всякое насилие, не проявлять вражду на ровном месте с людьми. И тогда как бы ответная реакция, она тоже бывает соответственно. Можно я еще добавлю? Когда они матерей и там у евреев, в любых чатах, они говорят у русских, не знаю, у армян, у грузин, когда они их, мою мать затрагивают, я ни один раз их мать вообще не затронул. Я им привел хадис Буари 5973, Сахих Муслим 90, в которых их же пророк говорит, это равносильно тому, чтобы поносить своих собственных родителей. Это является одним из тягчайших грехов после ширка. Они вообще плюют на своего пророка, на свои хадисы. Понимаешь? Я их мать никогда не затрону. У меня единственная мамка Аллаха в багажнике. Я ее наложницей сделаю, это Аллах у меня. Единственная мать, я могу мать Аллаха, короче. Если нужно, то временный брак заключить на 3 дня, мутха. У меня в багажнике. Сказать. Маршал Дума Сага, приветствую всех гостей чата. Я от себя хотел сказать, вот... Маршал. Сегодня, допустим, люди работают. И у человека бывает трудовая книжка.
И в этой трудовой книжке записано бывает, где он работал, сколько работал. У нормальных людей, если у них такая работа, они могут писать где-то, я строителем был, или там учителем был. Но я знаю, что многих людей таких трудовых книжек нету, и туда нельзя записать то, чем они занимались. Вот я представляю, если Магомеду книжку выдали бы трудовую, и те, кто был за ними, занимались грабежами и разбоями, что в этой книжке можно было бы написать? Трудовая деятельность. Что можно было, вот, чем они занимались, что можно было бы их на трудовой книжке написать? Я к чему это сказал? Потому что вся их жизнь была грабежи, разбои, насилование. Грабежами они и жили. Кормились они, свои семьи, этих жен они кормили, наложниц кормили, соседей, вот, все окружение, грабежами, разбоями кормили. Потому что трудовой деятельностью они не занимались. Нигде нету у них, что Магомед где-то столько-то посадил, там столько коров, верблюдов держал, работал, или рядом, которые с ними, они занимались трудовой деятельностью, что колодцы копали, сажали финики, пальмы. Нету такого. Чем они хвалятся? То, что они вот нападали, что можно нападать на соседей, грабить, убивать, наложниц брать. Вот. Еще дополню твой разговор. Пророк сказал, мое пропитание находится под тенью моего копья. Вот то, что ты говорил, это полный, этот хадис подтверждение твоим словам. Ну, то есть... Нигде нету то, что они там занимались трудовой деятельностью. Что для народа что-то сделали, дорогу там, как римляне дороги прокладывали. Там уже и сейчас эти есть, даже в Италии, в Галлии, там называют. Вон Аппиевая дорога там с Рима шла до Неаполя, Капуи шла там, метр глубиной копали, там они туда и камни, до сих пор эти дороги есть. В Германии те дороги, которые есть, ну где, что Магомед где-то дорогу проложил, вот этот колодец, сейчас я закончу, вот этот колодец, да. Говорите. Хотел ремарку сделать. Смотри, это как бы они строили, но это было во время Римской империи. Они как гастробайтеры туда ездили, и тут приходит прораб, говорит, эй, придурки, вы что тут наделали? И вот эти самые, они начинали, начальники, зачем ругаешься? В Римской империи они работали гастробайтерами. Ну вот я говорю, Аппиевая дорога, она там сотни километров шла на юг. Есть Фламиниевая дорога, она шла на север, в Испании, везде они дороги строили. Акведуки строили, там сотни километров подводили. Риму, который вода шла, там 300 километров акведуки эти идут. С гор там, сдалека, чистая вода шла в Рим. Постоянно туалеты были с проточной водой, бани были, все. Но вот этот колодец, если он был бы один колодец, который сам Магомед вырыл, они сегодня его показывали бы, вот именно этот колодец вырыл Магомед. Вот эту дорогу проложил, они там цветами сегодня обкладывали бы все это. Вот видите, это вот этот Магомед. Ну, найдите такое, что Магомед сделал хорошее. Но мы сегодня что видим? Что нападал на этих продавал, вот где-то наложницу взял, здесь продал. Ну, такой человек, который за ним, они не могут быть для меня примером. Я все. Зато он и пил из колодца Будда. Пускай колодец не копал, но пил из колодца Будда. Он разделил Луну на две части. Вот польза, да? Еще мусульмане говорят, что якобы Тора изменена. Этого, хочу сказать, быть не может, потому что если у других народов там есть что-то священное, там камни какие-то, иконы и все такое, то для еврея священным является Писание.
И свиток, то есть раньше каждый образование имел еврей, а образование раньше какое было? Религиозное. И каждый еврей, он обязан, так или иначе был раньше, я не знаю, как сейчас, а раньше должен был еврей написать свиток Торы. Это считалось как бы благим делом. Так что и хочу сказать, к каждой букве, к каждому слову это очень серьезно относились. Чтобы просто так любой человек мог написать, такого нет. Вот. Так что это не просто какой-то там балалай-баладалай, это вот реально они передавали из поколения в поколение, ничего не трансформируя. Почему они не трансформировали? Потому что это и подтверждает легитимность. То есть, если кто-то что-то изменит, значит, это все уже все, дальше пойдет с ошибками. И старые люди, вот, раввины, они это, я полагаю, понимали. Вот. Так что вот никаких изменений в Торе, таких там нету никаких изменений. Это как идет с древности, так все и осталось. Но я вот пытался на мусульманских стримах, мне не дают слова сказать. Завтра будет ролик. Леон, Завтра будет ролик. Завтра будет ролик, как мусульмане переписывали, изменяли, стирали. У нас, когда книга идет в Бет-Кнесет, да, в синагогу, точка. Я извиняюсь. Даже хочу сказать мусульманам, даже там хранится специальный шкаф, есть такой священный. Все это священное, просто так любой человек не имеет доступа туда. Вот. Точка, просто люди не знают. Да, точка, которая вот была там, проверяется 1000 раз, или точка на народном месте. Не то, что там стирать, переписывать. Сам Коран показал, что эта книга недостоверная. Сам Коран изменяет религию ислам. Так что завтра, Абдуллашки, посмотрите, все по Сунне, все по Корану, все показывает. Они просто не могли понять, понимаешь, я тебе объясню. Они, что происходит? Они привыкли стирать. Представляют еще, что это книга. Типа вот Тора, это свитки, как в древности были, так это передается из поколения в поколение. Если какой-то набег там или что-то, это все закапывается где-то, как-то пытаются сохранить, потому что для человека это святое, для еврея. Это не просто так. Вот как русские там иконы прячут, там мусульмане Коран прячут, возможно, я не знаю. Вот так же и евреи прячут Тору сразу, если на них там покушение какое-то, там грабеж и так далее и тому подобное. Тора это святое для еврея. Вот. Никто ее не изменяет, просто так. Все, благодарю за внимание. Свист, что ты хотел сказать, Свист? Леон, вот да. Как его, царь Давид, да? А у вас есть что-то, как бы, кодекс Давида, как он правил, как бы, где можно прочитать это? А где можно прочитать, если... Он пишет. Да, притча Соломона. Притча, да? Притча Соломона наберите, или вот Псалом Давида. Это вот сын и отец. Они были праведные цари. Такие. Правитель. Там хотел сказать еще от себя. Да. Говорите, говори. Дело в том, что когда я увидел понятие нахс, да, то есть у меня сразу в глаза это кинулось. Мусульмане, они привыкли, что меняют там хадисы, стирают писания. Если они называют, что эта книга святая Камасутра, да, то они не имеют права изменить, потому что есть также понятие, что сказал им Творец, что его слово закон, что его слово нельзя менять, что он знает, что будет наперед. А тут противоречие пошла 2 106. И я начал проверять, что они изменили. И там не только со спиртным они изменили, там очень много. Мало того, они еще не то что изменили, они еще и удалили. То есть получается, что сама книга недостоверна, и сама книга не потому, что я этого хочу и сейчас говорю это, а это факт. То есть сам Коран уничтожает ислам. Теперь
когда мы видим, что Писание изменено, да, и сам ислам родился как? Его мантра чего? Как его мантра, то есть Тора искажена. Но в Коране не написано, что Тора искажена. Там вы нигде не найдете. То есть там говорится о какой-то кучке людей, которые не соблюдают Тору. Это есть такое, да, например, и все. То есть, опять же, себе в ногу выстрелили. И я вам скажу такую вещь, что сам ислам в нашем веке, он исчезнет. Не потому, что я опять этого хочу, а потому, что там огромное противоречие, не совпадает очень много вещей. Сами себе противоречат. Так что, ребята... Так, у нас тут тема такая, получается, как будто бы мы меримся, скажем так. Не-не-не, завтра выйдет ролик. Я понимаю, я просто как бы... не надо сравнивать с чем, да. Я хочу прокомментировать, что я как бы в этом не участвую. Кто хочет дискутировать, может, скажем так, подискутировать. Еще я понял, Ибрагим, я понял, что в Коране написано, что сам Коран, тоже, сам ислам уйдет. В Коране это написано. Поправьте меня или нет? Есть такое? Я скажу одно, что я не говорю, что... Есть такое, что сам Коран потом исчезнет, не Коран, а ислам? Не, насколько это в Коране есть, я не знаю, но вот такое что-то я слышал. Но в Сирии есть, рассказывается, что придет легкий ветер. Это после всех событий Аджудж-Маджудж, там войска Иса, алейхиссалам. После того, как легкий ветер там заберет всех мусульман, на земле не останется ни одного мусульманина. Потом рассказывается, что кривоногий, что ли, какой-то эфиоп приходит, я видел, как кривоногий эфиоп приходит, разрушает Каабу. Потом после этого Коран возносится на небо, там, такое есть, да. Но в самом Коране не написано. Будущее ты как бы описываешь, или я не пойму. Да, это как пророчество, да. Это в Сирии. История мусульман в последнее время жизни. Что будет? Выйдет огонь из Адрамута. Люди будут там на верховых животных ехать, я не знаю, хотя у нас есть автомобили. Там 10 человек на одном животном, 20 человек на одном животном. Короче, одним словом, животных будет очень много. То есть животных не будет много, но людей будет много, которые будут убегать. Да. То есть, как я понял, это огонь выйдет из Йемена. И оттуда будет людей всех мира гнать место пункта сбора. И так и не доходя, они упадут намертво. Да. Потом затрубит в труб повеление Аллаха. И после этого все люди умрут, короче. Да. Потом пройдет 40, сказано, непонятно 40 чего. 40 дней, 40 недель или 40 месяцев там. И после этого там опять воскрешение будет, да. Короче, как непонятно. Что тебе там угрожает? Что ты за малохольный там тебе угрожает? А? Кому кто угрожает? Если что, я чат вообще не читаю. Нет, я малохольный. Короче, малохольные, вы только можете вот это, знаете, там писать, угрожать. Это все, что на войны способно. Если бы ты, Яхуд, был бы верующим, то ты бы боялся бы воинов Аллаха. А так ты не верующий, поэтому ты не боишься
Ой-ой-ой-ой, баба-ёшка, блядь, да-да. Я вот хотел сказать, пусть они во что хотят верят. Дело в том, что я не говорю их Коран. Сколько раз переписано, я тут как бы не лезу. Я вот читаю его, Вот я вчера- к ним не лезу. Не Вот вчера Они поднялись- говорят, что Тора изменена, Библия изменена. Я к ним не Щас- захожу. Давайте сейчас тебе ставим Тору. Это. Вчера дошли два героя, опять кто девушки, да? Ну, ты понял, Крис, о каком я говорю. Я им предложу такую вещь. Раз вы такие герои, вы такие мужчины, да? Давайте встретимся. Я им сказал от себя, где вы там хотите встретиться, улицу, где ты живешь, дом. И они начали заикаться. Что ты заикаешься, что ты задний даешь? То есть я понимаю, то есть я вижу, как бы, знаешь, то есть в реале они сразу заднюю дают. И в жизни то же самое. Мы вас в жизни видели, вот все евреи, которые живут в Израиле, они большинство служили в боевых войсках. Кого вы пытаетесь напугать, а? Кого? Малохольные. То, что мы видели, то, что мы прошли, вы просто смешные, блядь, понимаешь? Вы очкошники, вы даже по жизни очкошники. У вас душка нету. Вот смотрите, 16 миллионов евреев поставили раком весь Ближний Восток. Поставили раком, это факт. Газа, Ливан, Сирия, Иран. Кого вы пытаетесь напугать, я не понимаю. Вот подожди. Вы что на вендетту гоните тоже там? Я уже каждый вечер беру матрас, подушку, в полицейском участке сплю. Под столом дежурного. Да, ногам массажи им делаю бесплатно, чтобы они там под столом меня оставляли. Да. Я тебе говорю, пока в прямом эфире, блядь, не спамай, а мы это сделаем. Мы это сделаем. Мы спамаем вас в прямом эфире, и потом покажем в ТикТоке, как вас отпиздряхают. Любой, который тут петушился, если я их тут встречу, я просто онлайн камеру включу и покажу вам, какие они герои при встрече. Я их любого сделаю. И вот тогда вы просто успокоитесь, камеру блядь. включу. Алло, кому ты хотел головку там секир делать? Давай покажи, как ты это делаешь. Просто камеру включу и покажу вам, какие они опущены и в жизни, и в интернете. Потому что петушиться это вообще неприлично среди людей. Есть разговор, я им сказал, сведите со мной личку, пришли свою хлеборезку, скажи, кто ты, с какого тейпа ты, и зачем и почему ты мне хочешь делать секир, и что ты вот это сделаешь, вот это губами хотя бы скажи, когда твоя хлеборезка видна. Я потом, если тебя не заставлю за эти слова отвечать, я опущенный. Если ты находишься на территории европейской, любой одной страны, я тебя сделаю опущенной. И еще плюс печать поставлю на тебе. Будешь черномазом, чернорабочим, всю свою вонючую оставшуюся жизнь. Понимаешь? У меня вот такие полномочия есть. Официально тебя короную опущенным. Дебилы. Прикинь, как они подгорают на тебя. Я тебе говорю серьезно. Постоянно. Крис вообще у нас в разведке работает. Я ролик посмотрел. Крис, ты вообще там... У тебя какое звание, Крис? В этом... В секретной разведке? Ты уже там... Секретные секреты не разглашают. Блядь, я говорю, блядь, ты тупорылые, блядь. Вы тупорылые, блядь, кого вы Ладно, я тебе скажу. Знаешь, кто я? Я генерал-адмирал. Ассаляму алейкум, рахматуллахи ва баракатуху, диван. Прикинь, как их... Привет, Эль. Как их подгорают? Подожди, Леон, вот этот вендетта, да, всем говорю, Да. вот этот вендетта, вот этот вот иблис кисломолочный, он в Афганистане, под мостом насилие делает всем, поэтому ни в какой Америке он не сидит, он в Афганистане под мостом, вендетта, извини, я тебя спалил, мне за это Асад заплатил. Да, все это мы опять. Я не знаю, смотри, как они подгорают над вендеттой, я тебе говорю. Ты им что сделал вендетта, а?
Я им насиху делаю. Я даже на Я их не канале. знаю. Я на их же стримах опускаю. На мой-то они боятся даже подняться. Я на их стримах, я тут левыми аккаунтами муджахедовскими захожу. И как начинаю туда ядерку, короче, кину. И они, даже когда я уйду, друг друга обсирают, когда я даже оттуда ухожу. Хажла Виндет, Хажла. Минутку сейчас, брат, подожди. Вендетта, тут удивляться нечего. Ведь посланник Аллаха тоже от таких неверующих, короче, Вендетта. он проповедовал ислам, как и ты, и его тоже гнали, его оскорбляли, понимаешь, пророка тоже. Так что ты являешься поистине там саляф аль-салях, понимаешь? Ты являешься аулия Аллах, который распространяет настоящий ислам. Это Виндетта, он тебе сказал. Этот Виндетта заключил договор с Иблисом. Иблис в сторонке курит, короче. Я тоже принес присягу. Ты видел, как Абу-Бакру Багдад приносит присягу? Я тоже так сказал. Ты работаешь в спецслужбе. Да, я работаю. Спецслужбе. Да, давай, ты закаивал против интуишься, братан. Ты видел, что джамаата. Этот безбожник, что он делает? Он заходит к мусульманам, Вендетта, и начинает над ними так издеваться, я тебе говорю, как будто типа он ихний. Ты это видел? Я, бля, худею. Да, видел. А он потом потихоньку, знаешь, начинает рассказывать вот эту правду матку. Там пацан был в прямом эфире с камерой. Он там чуть ежика не родил. Это пипец. У него там инфаркт был. Он как? Вот так, блядь. Я тебе говорю. А Вендетта, ты когда... Да. Виндетта не устал Россию делать в Афганистане, а? Вот этот Виндетта не устал там Россию делать джамаату, то есть в этом Афганистане, а, Виндетта? Как он заходит к ним и начинает их там это красиво, блядь, спокойно. Типа он мусульманин. Он к этому бородатому зашел, ты видел, блядь? Это читает Коран, он ему начал рассказывать про Камасутру, блядь. Тот сидит в шоке, блядь. Сидит, чё? Этот такой-то аят, такая-то сура. Давай, брат, вместе почитаем. Бля. Это пипец. Там одно было вообще там смешно. Зашел к одному, и там другой начал, короче, читать Коран Вендетте, типа из него шайтана изгоняет. Там заходят люди, говорят, это что он читает-то? Этот Вендетта сидит, ты ублюдок, ты ничтожество, спрашивает, а что он вообще читает? А этот Вендетта отвечает, он Балбалай читает там. Ну, Вендетта вообще, короче, жесткий чувак. Балбалай. Да. Да, Вендетта. Не соскучишься. Вендетта, обучи меня исламу ради Аллаха. Дайте хадис прочту один. Давай. Давай, братан. Только достоверный. Да, только. Так, от Бухари 45-57. Сообщается, что Абу Хурейра сказал о словах Всевышнего Аллаха. Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества. Лучшими из людей для людей являются те, кто приведет их окованными в цепи, пока не примут ислам. Еще раз. Этот хадис писал Крипс. По-любому. Будем заковывать в розовых наручниках, приковывать их к кровати до тех пор, пока не примут. Всевышнего, вы являетесь лучшей из общин, появившейся
на благо человечества. Лучшими из людей для людей являются те, кто приведет их окованными в цепи, пока не примут ислам. Да, жестоко. Все четко, нормально, я не против. Нормально все. А где это написано? Какой А те, источник? кто не принимает ислам, по 9 суре 29 аята будет униженным в состоянии платить джизью. Да-да-да. Альхамдулилля. Альхамдулилля. Как же мне нравится эта религия. Я просто А мусульмане кайфую как от него. живут возле кафиров? Я не могу понять. Как они, это, им же запрещено. Больные вопросы задаю сейчас вообще. Да, Самые-самые. ты Я всегда фитнес больные делаешь, вопросы. аузбилля, яхуд. Я всегда делаю больные вопросы. Не, ну, давай по чесноку. Им же нельзя жить с кафирами, правильно? Не то, что нельзя, это прямой запрет Аллаха и пророка. 6 аятов Аллаха и достоверном хадисе пророк оба отрекаются от мусульман, которые живут среди кафиров, среди многобожников. Их вообще ни одна молитва, ни один пост не принимается. Вообще, от слова совсем. Ну так они все, кафиры, получается, на автомате. Они хуже кафиров. Они хуже. Опущенные. 100%. Даже по своей религии они опущены. А у меня другой вопрос. Почему им же так не нравятся кафиры? Едут в мусульманские страны, пускай там живут. Там же по исламу, все по книжечке. Едьте туда. Так, полностью осуждаю, всех вас осуждаю, ТикТок осуждаю, все правительства мировые осуждаю, короче, полностью. Отрекаюсь от всего. Когда я один раз к евреям зашел, там якобы чеченец сидит чеченцем, прикидывается, и такие делал, по ушам ездил еврейским женщинам, евреям. И я как туда зашел, дал длинный салам, как следует. А я говорю, ты лжешь, ты наговариваешь на религию Аллаха. Вот все эти ягуды, вот эти кафиры, они должны будут платить джизью по 9 суре 29, это опущенными. Там мне еврейские женщины, вот это, фиги, там все показывают. А этот, знаете, что говорит? Подожди, брат, говорит, еврею, говорит, брат, а на чеченском меня материт. Еврей говорит, подожди, брат, он врет, он не так это говорит. Я просто аят привел, как следует, как нужно. На меня чеченским матом на меня наехал, а еврею говорит, подожди, брат, он врет, говорит. Представляете? Я тоже там был в этом эфире. Вот вся их сущность, все их нутро. Он зашел кому-то, там все евреи сидели, и вот мы с ним тоже были. Кто это? И этот поднял, по-моему, Адам его звали, не ошибаюсь. Адам? Да, Асад. Я даже выложил это. Мы у Давида были на канале. А там вижу, Асад написан, думаю, а кто это у них Асад сидит? Сейчас Жинну из него выведу. Короче, я полностью из него Жинну прямо среди евреев, вытащил на свет Божий и показал всю сущность вот этой гнили, прикидывающейся чеченцам. Еще плюс хочет ислам очернить, замазать ислам дерьмом, которого в исламе нету. А истинный ислам, когда я перед евреями сказал, мне на чеченском меня полностью обматерил, а евреям говорит, брат, подожди, он неправильно этот аят доносит. Мудаки мои. Да знаем мы все, когда они к нам приходят, мы знаем все, что они там Пожизненные, жопа опущенные, фанатики, Самое главное, собу, я мусульманин, альхамдулилля, но мои иудеи братья. А когда чеченец не мусульманин, там сразу родители туда-сюда задевают, а там уже все братьями становятся. Я вот этой сути никогда не пойму. Смотри, мы знаем, когда они приходят к нам, мы их слушаем, мы знаем, что они, кто они и почему они.
Такие Всё мы знаем. делают, такие дешевые, такие. Я знаю, мы знаем, все это мы видим. Ну, все мы это видим, все От мы это имени слышим. других народов я никого не буду там тормозить, пускай кого угодно делают. Но от имени чеченского народа ни евреям, ни украинцам, ни русским, ни грузинам, ни армянам от нашего имени делать такие никто не будет больше. Впредь за своей хлеборезкой нужно будет следить. Открыл хлеборезку насчет ислама, нужно будет все рассказать, всю подноготную. Короче, Вендетта, ты гроза детей инвалидов. Все, бля, это уже понятно. Мне еще стало очень обидно, что мою головку там хотели за 100 тысяч евро и за какой-то Мерседес. Это вообще что, вообще неуважение. Я вообще зол страшно. 100 тысяч евро и Мерседес. Блядь, я вас всех нахрен опущу. Хотя бы там по миллионы говорите, мудаки, 100 тысяч. Это вы что, блядь? Это верблюд, что ли, я вам, что ли, 100 тысяч? За верблюда покупаете? Дебилы, короче. Я вам 100 тысяч устрою. Хотя бы миллионы говорите. Ну, я это соответствующие службы, я эту запись оставил сейчас опущенным, короновым его. Ну, это, короче, тут дебилы, которые ходят, их, короче, эти, короче, к ним заходят, говорят, предлагают прямо, прикинь, на канале сидят в общественном месте. И прямо на чеченском говорит, не можешь, как ты бы было бы, если бы тебе в почту закинули ключи от Мерседеса, у которой в бардачке 100 тысяч долларов лежат, ты бы смог проблему решить? Видишь ли, ни хрена. Это что вообще за неуважение? 100 тысяч? У вас там верблюд дороже. Что, я хуже верблюда, что ли? Хорошо, я вам это, короче, я вам все припомню, мудаки. Хотя бы миллион, 2, 3, 10, короче, нормально, оцените. Это еще, это ты понимаешь, тебя дороже поставили. За меня 5 тысяч баксов, за Абхармата 10 тысяч баксов дали, за Лоти 12 тысяч. Я вот смотрю, думаю, блин, типа у всех по 10, 12, один я 5 тысяч. Что за несправедливость? У Вендетта вообще 100 тысяч, еще и Мерседес, блядь. И 2 было это тело. Нечетный верблюд хотя бы, 3-5 верблюда, не знаю, 7 верблюдов. 3 портсигара, 2 куртки, знаешь, как в том фильме? 3 куртки замшевых. Да. Верблюд замшевый, 3. Серый. Когда вот этот один чувак подошел, Леон, и ему жена, короче, родила черного, короче, негра. У пророка этот обиделся и говорит, что жена ему изменила. А у тебя есть свидетели? Нет, конечно. Какой свидетель, короче? Это уже родила. Этот, короче, пошел пожаловаться пророку. Пророк, знаешь, что сказал? Видишь верблюда? Вижу. Какого они цвета? Вот такой-то, такой-то. А знаешь это почему? Почему? У них когда-то в роду был вот такой-то, короче, верблюдом и отмазал. Сказал, что твоя жена тебя не изменяла. Это, блядь, черного родила вообще, как Альзута. Представляешь? Пророк, короче, вот такой хадис оставил. Что иногда, если даже у вас, у кого-то черный ребенок родится, мусульмане, знаете, что у вас в роду какой-то черный был. Это пророк сказал. Я еще один. Сука, бля. Еще один Я хадис тебе говорю, слышал. мне кажется, что он был приколистом таким, знаешь, бля, ходил, траву курил, что-то там. Да, грибы, гашиш, еще плюс запивал это горячей мочой, 50 градусов. Представь, выпить как чай горячую мочу. Кукуха там полностью. Ку-ку-ку-ку. Ехала, замутала, бля. Все, что в голову приходило этим дебилам, рассказывал, ходил там. И они все верили, блядь. Представляешь, колодец, куда бросают собаки, кошки дохлые, там тряпки женщин после этого, короче, чуть ли там срали, весь мусор туда кидали. Пророк оттуда, короче, воду брал и омовение делал. И пророк, когда сказал, пророк, а тут, короче, это не воду ничего не загрязняет, давайте, можно пить, короче, купаться.
Короче, представляешь, вот с этим человеком ходили. Что, перла? Жестоко, жестоко. Вендетта, о чем вы говорили? Кефиры полностью Поливал осуждаю. там что-то. И они умывались этим. Осуждаю питье мочи верблюжьей. Короче, осуждаю. Но вчера мы целый час, короче, спорили. Не вчера, а позавчера где-то Пармат сидел. И у них там один приходит, что-то... Не, он Пармат. Ну, короче, я даже уже запутался. Там где-то мы сидим в группе, там около 50-60 человек. И я ему, да, у Пармата как раз. Парматы, вот эти христиане, кафиры там сидели вместе. И там один пришел, они ему такие космические вопросы задают. Я говорю, подождите, короче, зачем это? Он вообще не понимает, что вы несете. Тут нужно простые вопросы задавать. Короче, мы зашли туда, как пророк очищение делал. А я ему говорю, нету ни одного хадиса, в котором пророк говорил, что нужно подмываться водой. И он там час-полтора пытался мне привести довод, что нет, короче. Я говорю, один номер хадис покажи, а я тебе сколько уже прочитал? Говорю, 10 прочитал, как ваш пророк подтирался и велел подтираться камнями. Нечетное количество раз. Самый кайф это меньше 3. Это самый суннат, самый хороший суннат, это самый хороший мусульманин, это меньше 3 камней, которые используют, и эту нужду справляет. И это как раз таки там я им привел пример, что пророк всем говорил, не поворачивает фугаса ложиловку на сторону Каабы, ни лицом, ни спиной не поворачивайся, когда ложишь фугас. А сам, когда залез на крышу жены, родственников жены, и там, короче, он фугас как раз-таки положил, повернул вот этот ствол туда, на Каабу. Я говорю, ваш пророк вам одно говорит, а сам делает другое. Это как, говорю? Они вообще не удивились. Плюс 32, плюс 32. Вообще не удивляются. Осуждаю. Полностью. Еще один сюлик с Лейпцигов в опущенной сюлик. Сейчас после этого, после эфира пойду, сделаю шагаду, аманту билляхи. Сразу, короче, на месте произнес. 2 драката, короче, намаз и полностью. А я тебе перед этим хочешь добавлю? Смотри. Хочешь сам пожалуйста. Нет, сейчас серьезно. Который пророк вот про матери, про отцов матерей говорит. 5973 Сахих Бухари. Мы этих придурков будем их религии учить. 90 Сахих Муслим. Там название главы поношение собственного родителя. Там название книга о благовоспитанности. Понимаешь ли? Там как раз-таки не говорится про мусульман или вообще кефира. Как раз-таки по отношению ко всем родителям этот хадис. Любого родителя, если кто-то будет оскорблять, любой так называемый мусульманин, это после большого ширка самый большой грех. Это слова пророка. Читаем хадис Сахих Бухари 5973. У посланника Аллаха спросили, о посланник Аллаха, неужели люди будут поносить собственных родителей? На что посланник Аллаха ответил, да. Ну как это возможно, посланник Аллаха? Это же один из тягчайших грехов. Это же один из тягчайших грехов после ширка. На что посланник Аллаха ответил? Кто-то из нас возьмется оскорблять чужого отца, а тот в ответ будет оскорблять его отца. Кто-то из нас возьмется оскорблять чужую мать, а тот в ответ будет оскорблять его мать. То есть это равносильно тому прямо в лицо оскорблять своих родителей. Это один из тягчайших. Вы вообще плюете на своего пророка, на свои хадисы, и мне говорите, почему я этого отношения, меня лично вас не уважаю, вашу религию. Вы вообще опущенные, даже по своей религии. Среди вас нет. Вообще человека нельзя найти среди вас. Не знаю, я уже ищу тысячами, вы проходите через эти группы. Хоть один достойным уйдите, когда приходите, вам хадисы, аяты привели, хотя бы признайте это. Вот да, у меня нет, короче, они хотят другие. Представь, я им привожу хадис, аяты, Леон, в которых Аллах отрекается от них из-за того, что они живут среди кавы. Он знает, что мне говорит? Я сейчас тебе приведу другие аяты. Я говорю, ты сейчас на полном серьезе хочешь привести против 6 аятов противоречие другое в Коране?
И его замкнуло там, бабахнуло в головке. Понял, что он делает, и он остановился. Я говорю, я тебе просто сейчас привел 6 аятов и достоверный хадис, в котором Аллах и пророк от вас отреклись. Ты мне хочешь сейчас привести другие аяты, противоречащие этим 6 аятам. Я тебя правильно понял, говорю? И его замкнуло. Понимаешь, они даже не понимают, чем они занимаются. Надо было ему дать. Хочешь прикол, сам прикол. Вот они называют Мухаммада пророком. Вот сейчас честно, без воды, давай серьезно. Называют его пророком, правильно? Вендетта. Но он сам, когда евреи его спросили, сказал, что он не пророк, он сказал, что я почтальон. Да. Почтальон. Да. А как, это он нам сказал, а как они поняли, что, вот смотри, я когда задаю элементарные вопросы мусульманам, честно, без подковырки, да, то есть есть ступень 1, 2, 3, 4, да, то есть я когда я говорю на первой ступени, задаю вопрос, а как вы поняли, что он был пророком, и тут они все, у них уже распад, они не могут объяснить. Понимаешь? Они не могут еще объяснить, что он пророк. тебе скажу. У них вот эта шахада, типа вход в ислам, так называемый, это уже ислам начинается с лжи и с лицами, лжесвидетельства они дают. Лжесвидетельство. Знаешь почему? Он говорит, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад его посланник. Алло, 29-й. Откуда ты знаешь, что кроме Аллаха там никого нет? Или есть ли Аллах? Или он с тобой связался по прямой линии, как на Не, там дословно, я свидетельствую. Вот свидетельство. Как ты можешь давать лжесвидетельство? Какое свидетельство? Ну, в суд тебя выбрал, например, Леон, тебя вызывает в суд, и ты говоришь, я свидетельствую, что Аллах, там был. А кто его больше видел? Никто. Как тебе тогда поверить? Какие доказательства? Ты на камеру, может, не знаю, какие еще 2 чувака видели Аллаха, кроме тебя. Нет, вообще, представь, 2 миллиарда мусульман, из них ни один не видел, не слышал, не знает, где он, что он вообще был. Просто арабскую вот эту Камасутру читают, Коран, и говорят, что это от Аллаха. Алло, 29-й. Эта книжка создана только 100 лет назад, стряпана в Каире, Египет. В Корану нету больше 100 лет. Максимум 100 лет. Нету другого такого Корана, который мы сегодня читаем, открываем тафсиры. Такого Корана нету больше в мире, которому больше... Один покажите целый. Не 40 сур, не 70 сур. Один Коран покажите, которому там сколько-то вот тучу вашу лет, 1500 лет. Какой 1500? У вас нету ни одного Корана, представляете? Ни одного. Там один, вот этот халиф был, у него был там 80 килограмм какая-то на вот этих шкурах, собранная. Его тоже выкатывали. Халиф открывал, говорил, Аллах говорит это, закрыл, занес. Все, такие делал, всем. Больше ни у кого ничего не было. Шалом, всем шалом, хочу поздороваться просто. Приветствую. Это шалом, Леон, шалом. Да, всем шалом. Хочу проявить свое искреннее уважение по-мужски. Да? Ассаламу алейкум ва баракату, кисломолочный охот. Давай, да, мозги морочит, а сейчас Ахмад. Да, хочу проявить свое искреннее уважение к человеку, который дает такую платформу, показывает свое лицо. И людям, которые, опять же, по тем или иным причинам, не показывают свое лицо, говорят все, что у них есть на душе. Человек, который сейчас вот эту платформу открыл, открывает ее, я периодически прохожу по этому стриму. И честно, вот прям большое уважение, честно, Ибрагим. Я тебе, Лазик, одно скажу. Мое лицо увидит. Не проблема просто. Нет, дело даже не лице, показатель. Тут очень много слушателей, Опять же, вы же работаете, получается, на свою платформу, да. Это не наша еврейская платформа, допустим, когда у нас это происходит. Вы работаете на свою платформу. Она чуть-чуть такая, скажем так, что не демократичная, скажем так, да.
У нас, видишь, у нас время для маневра нет, у нас максимально сжатые сроки, мы хотим вот все это подноготно вывести на свет Божий. То, что вот эти муллы, шейхи, эти балаболы прячут от всех, с кефиров, от вас, от нас, которые наши предки вообще не знают, вообще не понимают, что такое хадис, что такое сунна, что такое и это таухид. Я не ухожу туда, вендетта, не ухожу, вообще не ухожу в Дазик, религию. тут это нет, честно. нет души, говорят, Дазик. Тут говорят правду, понимаешь? Что Я знаю, да, но я не ухожу в религию, как бы, да. Ну, я 100 раз уже говорил, что не ухожу в религию. Я говорю конкретно о том, что вы чувствуете. И тяжело как бы рассказывать о том, что вы чувствуете, да. При том, как это происходит, там, допустим, у вас на родине, да? Это твоя родина, это моя тоже родина. Начнем с этого. Ты помнишь, где мы первый раз вообще пересеклись? Да, не помню, мы с тобой пересекались. У Дэни, помнишь, ты сидел, когда я зашел тебе с благодарностью в адрес еврейского народа, меня нахрен этот послал, выкинул. Потом ты ему говоришь, подожди. И он тебе... Это тебя выкинул, потом мне говорит на чеченском: поднимись, почему ты с этим евреем благодарность, что они... Мы первый раз я тебя там услышал. Там я насыпнул 2 часа, по сам не могу, короче, там сотни начали приходить. Я их по 2 штуки, по 3 штуки там, по всем этому чату таскал. И потом в конце они уже меня выкинули, матом начали говорить. И, короче, вывели меня, как обычно, из себя. Но уже увидел, что я их сотнями там гашу, сколько бы их не приходило. И, короче, под конец, через почти 2 часа меня оттуда выкинули они. Вендетта, смотри, я не могу лицемерить сам собой. Допустим, Нормально тебя там выдержали. На религиозную тематику, братан, я не могу переходить. Почему? Потому что я вот не верю в то, что как бы, да, надо уходить в эту тему. Смотри, я, может быть, сам для себя делаю какой-то, приношу себе вред в этом, да. Почему? Потому что вот я иудей, и не признаю то, что меня по религиозному принципу хотят убить. Да, может быть, я дурак в этом. Но опять же, и мне тяжело это делать, потому что у меня друзья есть мусульмане. Понимаешь, Вендетта? Как бы, ну и оставь, что друзья есть мусульмане. Проблему в этом. Да, не, почему? Потому что мы с Ибрагимом эту тему как-то рассуждали, как бы, смотри. Те мусульмане, которые с нами проживали на Кавказе, они для этих мусульмане сегодняшние, они не мусульмане, понимаешь, в чем дело? Вот для этого мы это все делаем. Я говорю, я даже своему брату, своему отцу, всем объяснил, что чеченец не мой. Я любому могу это объяснить. Даже если весь мир станет мусульманами, единственный народ, наверное, который никогда не станет, и не был, и не может быть мусульманом, я 100% уверен, и я своим словам всем привожу факты, что чеченец не может и не был никогда мусульманином, и не будет, даже если весь мир даже захочет из нас сделать мусульман. Но чеченец, может быть, думает, что он мусульманин. Но когда он это все сам изучит, он будет плевать на это все. Вообще, даже если он вообще будет агрессивно, действовать против, потому что это все посягает на честь и славу наших предков. Вообще на все чеченское. Эта идеология говорит открыто, что наши предки хуже голубых, что тот, кто танцует, не мужчина, что те, кто гордятся своими предками, пророк сказал, пускай укусится за это. Эта религия дозволяет педофилию, инцест, чужих женщин, даже замужних, а незамужних, тут даже речи не идет, их не кяхать. Полностью осуждаем. Осуждаем, да, вообще, Я последний, смотри, вот сейчас Абдусалам внизу тоже писал, тебе надо ликвидировать, Ибрагим это еврей, это мой брат, да, он шутит,
Я не знаю, кто его... Тут, знаете, дело в том, что я Кто у уже него забрал ручку, как бы, да? я уже одного приготовил. Им то, что я тут делал, им покажется цветочками, потому что эта молодежь умеет пользоваться компьютерами, интернетами, это все связывать, делать, вообще распространять это максимум. Ну просто на время из-за вообще страшных, короче, наездов моего отца, хотя бы его, короче, оставил, там мать плачет, короче, его я просто в стороне оставил. Но после того, как моя головка, короче, перестает оставаться с моим телом, я, короче, такую ядерку им оставил, что я просто, я уверен, что они будут делать дуа Аллаху, короче, чтобы меня вернули к жизни, этого убрали, второго, который я приготовил. Вендетта, вот скажи вот честно, вот у тебя получается, ты вот так вот активизировался по какой причине? Потому что у тебя были традиции, а потом тебе начали навязывать, да? Вот навязывать, прям ты обязан. Нет, раньше у нас как было, Лазик? Традиции были, как в традициях такое, да? Да, кто-то начинал, например, мы с тобой там, с Ибрагимом, там 4, 2, 5 человек собрались, и, короче, из нас кто-то начинает вот это мулить, короче. Просто начинает говорить про Аллах. Короче, вчера, короче, начал намаз, сегодня уже муллой стал. Короче, давай иди, вообще, короче, его сразу на месте, короче, не отходя от касты, ему хлеборезку закрывали. Я тебе серьезно говорю. Вообще, короче, на чеченском ему сразу говорю, вчера намаз начал делать, сегодня уже муллой стал, короче. Вообще сразу гасили. А сейчас нам, знаешь, что говорят? Тот, кто не мусульманин, не чеченец. Алло, 29-й, вы кто такие вообще? Как это? Ты кто такой? Давай, до свидания. Вы кто вообще? Вас как звать? Когда вообще? Объясните мне, с каких пор началось вот это дело? Я вчера, позавчера, не знаю, в один просто листаю, ищу муджахидов. Там женщины друг друга вот эти полукилометровые саламы кидают. Я туда захожу и говорю, ДДК, маршал, ты что, на чеченском, приветствую, говорю. Извините, короче, сестры, когда это у нас? Женщина, мужчинам и мужчина, женщинам вот эти салами кидать начали. И там замыкание у них. Они не знают ответ. А я-то знаю ответ. Вот сейчас, недавно, мои родители, мои со стороны матери, со стороны отца, со стороны жены домашней, я никогда не слышал, чтобы они друг другу, женщины, мужчины, саламы кидали. Никогда в жизни. Вообще в своем селе не слышал, чтобы женщина, мужчинам салам давали. Никогда. За свои 33 года жизни вот в этом обществе. Я вообще не понимаю, кто эти люди. Если честно, я не знаю, кто они. Подданные, кто эти люди? Подданные. Это, знаешь, это есть, допустим, в любом, как бы, там, обществе есть какой-то авторитет, да, скажем так, да, вот, с кого-то берут пример. И это стадо баранов, которые берут пример. И опять же, религия, как бы, да, я туда, честно, я не хочу туда лезть, вообще, как бы, это сугубо лично ваше дело, вы оттуда вышли, кто туда зашел. Да мы там не были. Да я знаю, кто был. Я знаю историю чеченцев. У меня материнская линия — это чеченцы, как бы, да, грозинские, да, все. Не чеченцы, а грозинские евреи. И отцовская линия — Дагестан. Я родом с Нальчика. Я знаю, кто был оттуда. Я 2 года учился, юридически окончил. Вот КБГУ. Вот это, знаешь где?
где базар, зеленый базарчик, вот там был лицей, юридический факультет, экономический факультет. Лицей не знал, но я там учился в 6-й школе, это было рядом. Ну, прям 6-я школа находилась. Ну, я, короче, в Дубках, Дубки называли этот район, назывался Дубки, там большой базар, со всего Кавказа туда на газелях приезжали, отоваривались и продукты оттуда возили в Ингушетию, в Чечню и тот же Дагестан, короче, ну, там очень дешевые цены были по сравнению со всеми другими базарами. Потому что школа есть и 33 года, получается, я уже уехал оттуда, да, когда ты там находился. Ну, это 2002. Мне 42 года. В 2002 поступил, я помню. Ну, короче, меня родители, короче, вытолкнули из Чечни, чтобы вот в это дерьмо какое-то не затянули. Все, вообще, я помню, это самый вообще трудный момент был. Не было ни работы, вообще ничего, короче. Все, короче, как могут, выживали. Мать, короче, учительница работает, там вообще зарплат нет, там родители, короче, кое-как собирают, чтобы это учители туда им, я помню, что учителям обувь покупали, чтобы их родители учили, чтобы она вообще не было у людей денег. Ни зарплат не платили. Ну, это в начале, короче, и плюс начали в 2000 годах, когда вот эта власть, короче, русская заходила, вот милицейский имел зарплату там 5000, это вообще страшные деньги были. Учительница 3000, 2500. И представляешь, мне как-то, чтобы я там месяц прожил, мне присылали, и еще я плюс из-за того, что я хорошо учился, у меня стипендия была. И когда я стипендию высокую получал, когда оценки были, я даже дома, не надо, у меня есть, короче, мне тут хватит. Бывало то, что даже я 1250, 1400 рублей я получил максимальную стипендию из-за хороших оценок вот в этом квартале. Я это очень дерьмо, закончил юридическое. Как ты сказал, вот это дерьмо, оно распространилось по всему Кавказу, что ты понял, и в Нальчик, ну, Кабардино-Балкария, республики, я имею в виду, да, Кабардино-Балкария, там, Дагестан, Чечня, и она там, как раковая опухоль, она распространилась по всему Кавказу. Вот это дерьмо, что ты говоришь. И сейчас вот то, что я вижу даже в ТикТоке, да, ты слышишь, что там происходит на Кавказе, это не само, Ладик, это если бы само так распространилось, я бы закрыл на это глаза, да, подумал, что, короче, у нас кукуха поехала. Как раз таки на это тратили миллиарды, вот это российское руководство, Лубянка, Дугин, Гайдай Джамаль, вот этот же Шевченко, вот все эти идеологи русского мира. Это отдел, религиозный отдел Лубянки полностью разработал все до каждой мелочи. Вот прямо на доске Дугин накладно объясняет курсантам ФСБ, как нужно, короче, разделять и властвовать через вот эту фашистскую идеологию ислам. Да-да-да, на доске прямо. Прямо вот чертит, пишет тейпы, потом вирды, и потом как туда приходит вот этот чистый ислам, чистоган, когда туда заливаешь, вот эти начинают друг друга гасить. И он прямо там говорит, и если бы мы не использовали вот такой метод с этим исламом, чистоган, не завели бы туда, неизвестно бы, чем это закончилось, потому что чеченцы это действительно особый народ, и они дрались бы до конца за свою свободу, если бы мы не сместили их с рельс, не сбили с панталыги. Часть с панталыги сбили, эта часть, которая сбила, полностью содействовала тому, чему как раз-таки Лубянка нам вот прямо ввела за нос. Перед мировым сообществом выставила весь народ каким-то дикарями, короче, 7 века. Вот видите, что они творят. Вот эти уже журналистов, которые пришли рассказать нашу беду всему миру, им секиры делали как раз-таки ФСБ. Да-да-да, ФСБ покупала вот эти террористов, вот таких как, вот как этот был, который кричал на стариков, как его звали? Старикова этот, Важер, кто орал, это на этих ты говоришь?
Ну вот любые, которые вот с поднятыми пальцами, с калашниками, как обычно сзади, вот эти черные флаги увешивающие, вот эти дебилы, которые вот эти кассеты продавали ФСБ за миллионы долларов, вот с этими призывами. Вот Не, на Старикова я вспомнил, когда Лорд кричал там. Вот, это, не, Лорд это вообще, короче, опущенный, вообще про него тут вообще речь. То, что я имею в виду, то, что Мы про чистых террористических призывов, которые делали у Дугов, которого сейчас, кстати, никто не преследует, который на весь мир объявил джихад и прямо официально говорил с открытым забралом, что всех будем нападать на всех кефиров и будем их впервые уничтожать в 20 веке. И за это он просил $2,5 миллиона. Прямо звонит этому, как его, Березовскому. Представь, секретарь Совета Безопасности на тот момент России, ему террорист звонит и говорит, ну, Борис, Казбек без настроения пришел. Ча-ча-ча. Да тот вообще, короче, уже этот же народ продает, тот вообще как с опущенным с ним разговаривает. Тот говорит, Казбек без настроения пришел, мы же говорили о 2,5 единицы. Ча-ча-ча, говорит тот. Этот, короче, там или 500, или лям отправил, кинул это, лохов. Там 2,5 за эту кассету они хотели, чтобы эту кассету показать на весь мир. Там сотни вот этих посадили, там 100 голов, короче, кукухой поехавших. С бородами как следует, там с повязками арабскими черными. Этот еще, знаете, как назло, вот этот, который выступает, вот чеченской, вот это, как его, Олхоскуй, вот этот вот головной убор. Я извиняюсь, что тебя перебиваю, он сейчас сидит, они вас все слушают, да? Почему? Потому что я на нас держу информацию в Ютубе, как бы, они вас слушают. Они вас сидят тупо слушают. Они должны будут нас слушать, альхамдулилля. Обязаны будут. И еще фильтровать свой базар должны будут с этого момента. Да-да-да. Вот этот Удугов прямо секретарю Совета Безопасности звонит террорист, которого, кстати, сейчас русские спецслужбы какого-то черта не объявили ни федеральный, ни международный розыск через Интерпол. А сделали ему левые документы и отпустили. Сидит в Турции или в европейской стране. Федеральные его закинули, но примерно... Не, я смотрел, кстати, про кого говорили? Этот говорил, как его этот... есть чеченский, это, как его, канал, ну этот худой такой, тощий, блядь, как его зовут? Вот он не министр, как бы, он спикер, да, считается, да, вот этих каналов, всех этих чеченских каналов. И он про этого говорил, как его, блогера этого чеченского, Тумсо, да, Тумсо, блядь, как он отвратительный такой сейчас, блядь, пиздец. Я раньше, кстати, его слушал. Я его слушал, как бы, но он пока прям такой радикальный не стал, как бы, там, не ушел в другую тематику, я его слушал. И про вас говорил, кстати. Хармата говорил, и... Как его зовут, блин? Ну, неважно, короче, ты... Кого? Антитеррор? А? Пахрудин. Не Пахрудин, так то, что там... Подожди, о ком речь, я не понял. Чеченский канал ведет об этот его, этот, не министр информации, а есть у них там журналист такой, ну, я вспомнил журналист какой-то, да, чеченский. Курочкина, может? Не. ЧГТРК может. Да, оттуда. Это вот этот, Чингиз. Чингиз, все, Чингиз. Потомственный этот. Да, Чингиз, все. Ну, я хочу сказать... Худой такой, тощий. И он упоминал, кстати, ваши каналы здесь в ТикТоке. Я его видел, его в Ютубе. Да будет доволен. Реклама, бесплатная реклама приветствует. Они на наших площадках постоянно нас мониторят здесь. И их там, видимо, постоянно гоняют. Говорят, чтобы против нас противодействовали. Ну, все. Вот он упоминает, получается, как бы, ну, не твое имя, Ибрагим, да, получается. Ну, как бы канал
упоминал, по-моему, кого-то из вас упоминал, 100% упоминал, как бы, но четко его Хармата упоминал. И, ну, Тумсо это другой разговор, как бы, да. Еще кого-то из ребят упоминал, кого из никнейма не могу вспомнить сейчас. Упоминал. Я видел где-то в Ютубе его. Владик, секундочку, вот он пишет, я у него спросил, ты в первую очередь, я говорю, ты нохчи или мусульманин? А он говорит, альхамдулиллах, мусульманин, а потом... Так, модеры не следят, тут целый у нас батальон шейха Мансура. Сейчас я им джихад Не, мы устрою. смотрим, там особо нет ничего, нормально все. Поговорите, я сейчас им смс-ный джихад устрою. Значит, страшно получается, да? С ними нужно разговаривать аятами, хадисами. Когда они какие-то вот эти грязные слова говорят, например, говорят про какие-то шели, нужно им привести хадис, как пророк чистил вот то, что они вот называют. Хадис, глава 21, Сахих Бухари, очищение с помощью камней, 155 хадис. Передает Омар говорил, Хурейра, Абу Хурейра, да, личный камненосец пророка. Однажды, когда посланник Аллаха, обычно не смотревший по сторонам, вышел по нужде, я последовал за ним. Когда я приблизился к нему, он сказал, то есть пророк уже фугас служит, сидит, принеси мне несколько камней для очищения, или же он сказал нечто подобное. Но не приноси ни костей, ни сухого навоза, раус. Раус – это еда джиннов. Тогда я принес ему в полах своей одежды несколько камней и положил их рядом с ним, а сам отвернулся. И удовлетворив свою нужду, он воспользовался ими. Вот так нужно с ними разговаривать. Хадисами, аятами. Ассаламу алейкум. Анохчи вы? Alhamdulillah. Анохчи вы? Alhamdulillah. Анохчи мусульман шибас бош. А за границей, за границей, Амасан дермадица, уша, Амасан мусульман баран бля. Худова, я шишадол, шпитушица давай. А мы сантер сандвичу, Путин, Подожди, нохчи чули, нохчи чала, баран бля. Собурден вот елки-палки, халсаго, сатаула, чатакич. Покори, Маша Аллах, рейс хуйлу, Цахахтар дерса, и Путин вот Путин как-то в самом начале своей вот этой карьеры говорил, когда давал интервью в адрес чеченцев, что если надо, и на Аллаху управу найдет. Вот интересно, твой комментарий насчет этого. Можешь прокомментировать? Все-таки такой вопрос я бы не Я задавал. говорю, самое интересное то, что вы простые люди, вы ничего не решаете. Если вы чем-то недовольны, идите делайте митинг. Если вы чем-то, вы, блядь, сидите на эфирах, херней страдаете. Вы сидите на эфирах, херней страдаете. И вы еще раз. Никакой власти вы не... Один момент. Всех прошу как бы проявлять терпение. Еще раз повторяю вопрос. Ты не хочешь на него отвечать, просто скажи или игнорируешь. А как бы можем дальше общаться. Просто вот этот вопрос, ты не хочешь, боишься отвечать или что-то? А какой вопрос задавай? Повторяю, в самом начале карьеры вот Путина Владимира Владимировича, во время его взлета, он делал заявление, что если надо, и на Аллаха управу найдет. И где он найдет, интересно?
Где он найдет? Ну, вот Они на этот сами не комментарий. они сами не понимают, что несут тоже. Херней страдают. Путин херней страдает. Вы все подряд, все херней страдаете. Вы решили в солдатика поиграть, что ли? Не, смотри, вот мы здесь просто, мы вообще ничем не страдаем. Мы здесь просто разговариваем, да? Вы Вот друг друга больше- разжигаете национальную эрозию. Один момент. Не спеши. Вот кроме того, чтобы что-то обсуждать, вообще каких-то физических действий здесь вообще не происходит. Теперь возвращаемся к Вадиму Вадимовичу, который сказал, что на Аллаха управу найдет. То есть он физически действует в этом направлении. У него есть власть, у него есть там установленный полностью свой режим. Ты как бы сопоставляешь это, да, проводишь параллель. То есть ты считаешь, что это равно одно и то же? Ты как бы хочешь показать, что это одно и то же. Я тебе говорю, это не одно и то же. Теперь следующий твой комментарий. Вот эти действия, ты Вадиму Вадимовичу и его системе, который там пытается найти управу на Аллаха, ты ей вот так же противостоишь, там, противодействуешь? Или просто как бы только в эту сторону у тебя есть возможность какие-то негативные комментарии делать? Или ты пришел напасть на мискинов? На этом земле ни у кого власти нету. Вы на этом Путин земле все опущенный, временно. Вы на этом земле все временно ни у кого Сам власти Путин опущенный, нету. Путин опущенный. 100% видит. Я тебе говорю то, что ты Скажи сам тогда, себе пожалуйста. хуже делаешь. Ты сам себе хуже делаешь. Подожди, скажи тогда, пожалуйста. То есть получается, да, то, что Вендетта старше тебя говорит за твою религию так всю правду, а когда Путин говорит то, что я на Аллаху тоже управу найду, то есть ты убегаешь от ответа, да? Никто То есть- не... Ну, пускай попробуют. Они ничего не сделают. Тогда давай на чистоту. Не Ой, то, что от ответа убегать, да, не то, чтобы убегать от ответа, а вообще как принимать какую-либо деятельность. Вот зачем ему сюда заходить, когда там реально физически пытаются найти управу на Аллаха, а здесь вообще никто пальцем никого не трогает. Просто призывают немного, скажем так, образумиться, да, вот своих соотечественников, не давать себя одурачивать. Вот, кроме такой В российской армии мало мусульман, что ли, служит? Да при чем здесь- Можно, с вашего позволения, маленький вопрос задам? Лазить, секунду. Смотри, человек тебя спрашивает, да, то есть говорит, дай ответ ему. Если Путин говорит... Он не что сможет управу- найти управу. Они сами, они не понимают, что они несут. То есть подожди. То есть Путин говорит, найду управу на Аллаха, ты говоришь, он не сможет. А то, что Вендетта говорит, ложит фугас патрон Аллаха, да, то есть ты ему говоришь, едь в Чечню, мы с тобой поговорим. Я ему говорю, он сам себе хуже делает. Он говорит, что чеченцы не мусульмане. Когда мы это не были Чеченцы не были мусульманами. Когда мы это не были мусульманами, скажи мне, брат. У меня Когда мы есть не были своим мусульманами. словам факты и доводы, в отличие от вас, балаболов. Балаболов? Может, ты сам Да, балабольщик? Ты же я- сам себе хуже делаешь. покажи одного чеченца, Ты же который сам себе принимает хуже делаешь. 65-ю Ты суру же 4 еще приехать не сможешь. Сразу от Ты себя все это делаю лишнее тут комментарий. говоришь, придурок. Ты Полностью, это все подожди, лишнее подожди, говоришь. Ты сам себе хуже делаешь. Стоп. Сразу от себя комментарий хочу сделать, что полностью осуждаю, чтобы кто-то фугас сложил под трон или на трон. Полностью осуждаю. 32 плюс, Аллах воскресе. Я своим словам всегда привожу факты из аятов, из хадисов и говорю, я сейчас привожу просто один аят, 65 сура, 4 аят. Покажите мне одного чеченца, который этот аят принимает. Одного. Покажите одного чеченца, который принимает 4 суру, 24 аята, 2 суру, 178 аята. Покажи 33 суру, 37 аята, в котором Мухаммад отникахал свою двоюродную сестру и нарушил свою клятву, данную на Аллахе, прямо у Каабе.
поклялся трижды Аллахом, что он сделает его приемным сыном Зейда ибн Хариса, и кинул его. Нарушил свою клятву, данную Аллаху перед всем вот этим, которые его окружали, асхабами, сахабами и всеми остальными. Да-да-да. Покажите одного чеченца, который это все принял. Покажите чеченца, который принимает целые главы хадисов, в которых пророк как барыга людей продает. Барыга, который людьми торговал. 109 глава продажа рабов. Хадис 2229. Однажды мы сидели у пророка и спросили: «О посланник Аллаха, поистине мы захватили пленных и любим богатство. Как ты считаешь, можно ли извергать семя невлона?» И тогда посланник Аллаха сказал: «Разве вы делаете это? Вам ничем не повредит, если вы не станете делать этого, ибо поистине всякая душа, которой суждено появиться, непременно появится. Бисмилля». Покажите одного чеченца, который вот это все дерьмо примет и знает. Одного. Пророк дозволял вообще гасить, вот, отправлять на концерт Кобзона женщин и детей. Глава нападения на спящих многобожников, Сахих Бухари, 146 глава. Хадис 3012. Однажды в Абеле, в Адане, проводящие мимо меня пророка спросили: «О посланник Аллаха, допустимо ли нападать на спящих многобожников, вследствие чего могут пострадать их женщины и дети?» На что посланник Аллаха ответил: «Они принадлежат к их числу». То есть, как Путин говорил, чеченца вот в сортире, то же самое сказал ваш пророк. Кроме того, я слышал, как посланник Аллаха сказал: заповедным может являться лишь то, что принадлежит Аллаху и его посланнику. То есть остальные все, как Рамзан Кадыр говорит: я за рулем, и все остальные ему. Я за рулем, все остальные ничто. Вопрос к тебе. Ты сам себя мусульманином считаешь? Никогда больше я не скажу, что я не то, что ничто. Я считаю. Ты себя мусульманином считаешь? Я 72%. Да, я тоже. Можно с вашего позволения? 8 миллиардов человек, если скажут, что они мусульмане, и скажут, что меня отправляют на Марс, если я не приму ислам, я готов на Марс улететь, чтобы с вами Да, жить. можно встречный вопрос. А ты сколько процентов по каре или как тебе? Я? 100%. 100%? Там самое интересное, ведь это ты почему говоришь за всех? Ты же понимаешь, что тебе потом хуже будет. Один момент. Ты за всех хочешь тут что-то там сказать. Ты сам же понимаешь, что если ты приедешь в Чечню... Вендетти не хуже не будет. Путину не стало же хуже. Он, если на Аллаха управу нашел, абсолютно ему плохо не стало. Нормально, жив, здоров. Ботокс даже там у него где-то на лице. Осуждаю, да, мне неинтересно, личная кухня его. И вопрос просто я хотел продолжить. Ты реально 100% мусульманин? Куда делся по каре? А ты кто по национальности? Я не про национальность. Ты кто по религиозности тогда? Я 72% мусульманин. Где именно, в каких местах 72% мусульманин? В самых полезных для где человека. Где именно? Тебе полностью всю Сунну, Коран, все тебе вот так читать, что ли, где я за... Да нет, просто вкратце скажи ему, Ибраим, смотри. 72%. Нет, все, что... Ладно, объясняю. Все, что не соответствует чеченским устоям, традициям и общечеловеческим ценностям, вот все, что противоречит этому, полностью
отправлены. Ну давайте назад я вам в пустыню. помогу. Вот мы посмотрим, кто из вас принимает аяты. Один Не, аят я, прочитаю. я вот как раз это и хотел. Я хотел. Он Вот говорит, я 100%. читаю, вы говорите, я это принимаю или нет. Давайте, бисмилля. 4 сура, 24 Не, я у аят. него просто, подожди, Я тебе говорю, даже Вендетта, туда не надо идти. люди совершают Туда не надо тут, идти. тут в Чечне, в Дагестане один люди момент. совершают намаз, ходят. Алло, мы общаемся. Один момент. Ты чеченец, что ли? Я не пойму, по каре. Ты в Чеченской республике? Да, я Чечня. Ну вот, сразу тебе вопрос ребром, лобовой такой. Смотри, в Чеченской республике был провозглашен джихад, вот, джамаатами. И как бы, и что дальше? Война против Украины – это не джихад. Стоп. Я не про Украину. Вот на Чеченскую республику напала кафирская Россия, и мусульмане объявили джихад. После этого что дальше произошло? Теперь он закончился или что-то? Для кого? Мусульмане Не все проиграли. выбирают войну, не все хотят войны. В один момент. Я сейчас не о каких-то кафирских ценностях, о каких-то кафирских. Хочешь войну, не хочешь войну. Стоп. Проиграли, такого не бывает. Как не проиграли? Ну, проиграли, Как да, проиграли? не вывезли, а проиграли, да, но закончилось. Нет, как проиграли? Вот у тебя поле боя. У тебя Вот на поле боя, ну, проиграли. Это вы решили, что проиграли. тебя Мы на ничего не поле проиграли, боя- мы выиграли. Один момент. Я сейчас... не вмешивайтесь, пожалуйста. Я тут именно с мусульманских позиций хочу понять, ребят. То есть пришли кафиры. Дальше что? Ну вот вот так война- под ними надо вот так под ними можно сидеть, что ли, под кафирами? Нет, А под смотри, ними кто Ибрахим, сидит? Интересно мне. Под ними кто я сидит? отвечу, можно я отвечу? Вот как ты говоришь, провозгласили, началось, да, движение, короче. Не, пират. Ты извини, я как бы не к тебе, мы потом с тобой тоже поговорим. Вот я хочу, вот человек говорит, он 100%. Ибрагим, я потом, между прочим, вопрос задам, если с твоего позволения, потом, если можно будет, да, я извиняюсь, что вмешиваюсь. Давай сейчас сначала можешь Сейчас задать, можно? потому что ты уже давно. Да, ты хорошо. давно хотел, Хорошо, потом да. вернемся. У меня к вам такой вопрос, да, вот тебе, когда вот молодой парнишка, у меня к тебе такой вопрос. Ты когда идешь воевать на какую-то войну, ты себя считаешь воином Аллаха, Всевышнего? Ну. Да. А когда Кадыров говорит Путину, чтобы твои пехотинцы, христианину, это вообще как это работает между другим, как бы? Мы, говорит, пехотинцы, мы, говорит, пехотинцы Путина, говорит, и при этом вы воюете как бы с какой-то страной. Как это вообще работает? Как это совмещается? Можешь мне объяснить? Там люди разные. В смысле люди разные? Теперь еще раз. Все твои войны, которые даже происходят у тебя в жизни, как бы, как у мусульманина, ты должен воевать как воин Аллаха, да? По принципу джихада, да? Вот так получается, правильно? Да. Да. Но при этом ты остаешься пехотинцем Путина. Как это Я работает? не являюсь пехотинцем Путина. Ну, Кадыров, если ты представитель той или иной власти, где ты проживаешь, и ты говоришь, что это мой лидер, значит, он твой лидер, и он ведет тебя на эту войну, правильно? Я не воюю. Это самое интересное. Нет, еще раз. Я А не если тебе придется воевать? Не придется, я не буду не воевать. Придется. Если даже поднять оружие... Значит, получается, что ты не придержишься той власти, где ты проживаешь, правильно? А проживаешь ты в Чечне. Если даже воевать, воевать в том случае, значит, ты отказываешься от той власти, где ты проживаешь, правильно? Значит, ты против той власти. Так получается? Если они Если ты воин Аллаха, значит, ты против той власти. Пускай они воюют сами. Короче, ты против Кадырова, да? Правильно я так понимаю, да? Что? Ты против Кадырова. Я не против, я и не за. Потому что если ты за, то вся твоя судьба – это идти за Путиным.
Я не против и не за. Я не поддерживаю ни то, ни другое. Если ты не можешь быть за, если ты человек верующий, если ты не верующий, то ты можешь быть за. А если человек не верующий, то ты, пожалуйста, вперед путь дорогу, как бы, да, за Кадыровым. Война за землю. Значит, ты человек неверующий, значит, ты не идешь по джихаду. Ты пехотинец Путина. Я не пехотинец Путина. Еще один момент. Кадыров прямо официально... Давай, вы просто перепрыгнули, там как бы мы еще до Путина, до Кадырова, чтобы дойти, нам нужно разобраться вот на нашей территории. Нет, да тут тело такое, да, дело. Я понимаю, но мы как бы туда тоже дойти, перед этим там есть... Солдаты, которые служат и которые воевали, когда я был в госпитале, они не воюют за религию, они воюют чисто сугубо ради денег, ради обеспечения своей семьи. Они сами это понимают. Смотри, это чуть-чуть другая тема. Вообще, вот, на территории Чеченской Республики, вот Удугов такой, исламский порядок, сторонник Корана и Сунны, он государство нормально жить, или же мусульмане впервые первыми нападут на кефиров, и первые будут, короче, их к Кобзону отправлять. И потом именно вот те, кто на религиозной теме, они вот на таких позициях начали свой джихад, скажем так. И что потом произошло дальше? Мы как бы вот мусульмане победили кафиров и прогнали со своей земли? Или что произошло? Проиграли, потерпели. Я спрашиваю вот у своего собеседника, а не у помощников. Потерпели это как вообще? Это ты вот так отвечаешь, мой собеседник? На что? Потерпели поражение? Мы не терпели поражение. А что произошло? Куда делся джихад? Не знаю. Походу на время остановили, что ли. Как но на нас не нападали. Кто остановил? Вот так, кстати. Что, заново напали? Они же заключили же перемирие. Не, смотри, мы жили в государстве нашем. Вот чеченцы жили в своем независимом государстве. Исламисты... Сейчас они тоже живут неплохо. Не, смотри, исламисты были против того, чтобы чеченцы жили в независимом демократическом государстве. И сказали, или мы будем тут жить, там, развиваться, строить комбайны, строить инфраструктуру, как бы вот так вот двигаться в этом направлении, или же мусульмане впервые первыми нападут на кафиров и первыми начнут отправлять к Кобзону, как, ну, чтобы нас не блокнули, а вот так вот это комментирую, да? И потом, расширять, да? То есть наша республика, вот ты в нашей республике не мог жить, процветать в демократическом устройстве. Вот нормально же жили, да, русских там не было. И нам чем тебе было... русский? Подожди. И нам один момент. Это не мне. Мы жили, вот, могли развиваться, могли строиться, сделать комбайны, но по исламу, вот эти исламисты, они сказали, что нет, или мы как кафиры вот так вот будем какое-то государство строить, или мусульмане впервые нападут на кефиров и будут к Кобзону там их отправлять. Аллах Акбар. Теперь что произошло? Теперь можно, значит, в государстве жить, строить комбайны только в русском государстве? Или что там произошло с вами? А с русскими с этой идеей? С русскими, что ли, мы плохо живем? Нет, без русских же мы неплохо жили. А что, сейчас мы плохо живем? А чем тебе русские не угодили? Нет, вот этот джихад его провозгласили, чтобы русские туда пришли, и потом они там хозяйничали, да? Алло, 29-й, русские, чем не русские, на протяжении 400 лет не дают покоя чеченскому народу. Не, это вообще, это другая тема. Не уходите от темы. Я хочу я сейчас не о морали,
не о логике, не о государственности. Ибрахим, Я сейчас... Стоп. Я сейчас хочу выяснить, мой собеседник, он реально мусульманин или он Нет, косит он не под исламист, ты мусульман? же понимаешь, он не исламист, он обычный Ну человек. который- как исламист? Что такое исламист? Нет, ты же говоришь... Ты исламист. какого... Подожди, ты какого вирда по рукам? Ты в каком вирде состоишь? Я не поддерживаю войну, какой она ни была. Это все кровопролитие. Ты Только в каком вирде, если в в том каком случае, вирде состоишь? Какой у если тебя я вирд? поддерживаю, ну, я буду участвовать в войне в том случае, если узнаю то, что льется невинная кровь, какой бы она национальности ни была, чтобы этой крови не было. Я не поддерживаю войну, ну, типа, Я вообще. у тебя не спрашиваю. Так ты о говоришь, кафирских. типа, какая, Я ну, а у что, с тебя русскими еще раз, еще Чечня раз на данный момент, повторяю, Чечня еще на данный момент, сотый ну, раз повторяю. Я не о кафирских правах человека, не о каких-то грязных мозгах, да, там каких-то кефиров, которые придумали себе ценности, международное право, там свободы. А я говорю о исламе, о мусульманстве. ну, И у меня возникает вопрос, что произошло теперь с джихадом? Куда ты он хочешь, делся? подожди, по твоей логике, мы должны были напасть, заставить там, У ну, меня всех русских. нету логики, Ну, по твоей Если логике мы должны были до конца идти и умереть, да? Если кафир заступил на вашу территорию хоть там на какой-то один шаг, все мусульмане обязаны встать на джихад фарз айн. Ну, стали же. И что дальше? Что произошло? А дальше что могло произойти? Выгнали Они заключили кафиров? перемирие. Заключили перемирие. Кто заключил перемирие? Кто? Какое Ты хочешь- перемирие? Проиграл, разве нет? скажи. Где проиграли? Как где А вот проиграли? тебе ты хочешь, ты суфлер. по твоей у тебя вот логике, суфлер. по твоей логике, Суфлер 15 есть. по твоей Пират, логике, его слушай, 15, он тебе 16 или расскажет. 19-летние пацаны должны были идти до конца. Неважно, Еще раз повторяю. неважно, если даже еще женщины раз будут участвовать. Подожди, не перебивай меня. Еще раз повторяю. У меня нет логики. Я тебе не про кафирские права, не про чувства, не про какие-то там человеческие ценности. Я тебе про ислам. Я ничего не говорю. Ты где в исламе нашел, что когда идет джихад, нужно сдаться кафирам? Где мы сдались? А что тогда произошло? Там же полностью кафирский русский сапог установлен. Где именно? Где именно? В Чеченской республике. Где ты видишь? Полностью Российская Федерация, то есть их вот эти обычаи, традиции там пришли. Какие обычаи, традиции ты что несешь вообще, скажи мне? Где в Чечне соблюдают русские обычаи? Еще раз повторяю, там живут русские и чеченцы тоже. В Чеченской республике соблюдают русские обычаи и традиции. Мы это видели на Типсуркаеве, которого по русским обычаям посадили на бутылку, осуждаю. Просто как бы констатирую. Ибрахим, пока успеешь, всем пока, до следующего раза. Машой. Ты что хочешь сказать, что мусульмане сейчас победили и установили там исламский порядок в Чеченской республике? А там исламского порядка нету? А там исламский порядок не был, пока вы джихад не провозгласили? Я не пойму. А сейчас на данный момент что, нету исламского порядка? На данный момент там российский Где закон... ты видишь кровопролитие? Момент. Вот мы жили в чеченском государстве. У нас каждый имел право исповедовать религию, какую он хотел, или не исповедовать никакой, молиться. Никому тебе не надо было в Украину на джихады идти служить. Там, Никому и не надо идти. Алло, такой темы. Алло, сейчас такой темы. На данный момент идут те, кто хотят денег. Никому и не надо идти. Возвращаемся опять к теме.
к теме возвращаемся. В Чеченской республике на чеченцев полностью, ну, имеется в виду, мы сейчас про исламистов говорим, да, те, кто там на джихаде, на вот этой теме, там, твоя братва. Они объявили, что или мы будем жить вот так, строиться, там, делать заводы, строить комбайны, жить хорошо, или мы впервые там нападем на кефиров и отправим к Кобзону всех. Вот там тогда нужно было это вообще делать? Нужно было, конечно. На Украину напасть? Не на Украину. На Дагестан и так далее. Идти устанавливать шариат. То есть тогда же это нужно было по исламу. Это не, я тут ничего не придумываю. Вот эти вот исламисты в соответствии с Кораном и Сунной сделали такой вывод, что нельзя жить там в государстве каком-то, развиваться, а нужно полностью вот слово Аллаха устанавливать. Сейчас что произошло? Я тебя просто хочу проверить, ты куда-то бегаешь, ерзаешь, пытаешься сказать, что вот этот кафирский режим, который там установили, что он исламский режим. Потом пытаешься сказать, что вот этот твой помощник, он говорит, вообще проиграли. Как проиграли? Вы что, закончились там, что ли? Ибрагим, подожди, да, можно я скажу сейчас? Подожди, можно я скажу? Я его не помощник, я наоборот его антагонист. Я его не поддерживаю полностью. Если он там кадыровский и так далее, и за вот этот российский порядок, я его вообще в корне не поддерживаю. Я говорю, как есть. Да, объявили, да, пошли, да, хотели установить, как ты говоришь, Ибрагим. Но не потянули, не смогли. Не смогли, проиграли. Нет, это не значит, что они остановились. Стоп. Опять возникает вопрос. Что значит не потянули? Ну, не смогли. Вот я с тобой вышел драться один на один. Ты хочешь говорить о женщине? Скажи мне. Подожди. Я ничего не хочу. Мы жили в своем государстве. Никакого да. Что, сейчас мы плохо живем? Никакого ты понимаешь, кровопролития там не было, пока... Когда война начинается... Не перебивай меня, ты мне задал вопрос. Не было никакого кровопролития. Мы жили в государстве с отложенным статусом. Нам нужно было строить государство, завязывать международные отношения, развиваться, учиться, полностью воссоздавать, там, строить государство. Все должны были трудиться в этом направлении. Тут нам пришли и говорят, нет, так нельзя, нужно почему-то вот нападать на кафиров в 20 веке впервые. Это говорят не по правам человека кафирским, не по чеченским законам, не по законам чеченского государства, а по Корану и Сунне, по исламу. Исламисты, да? Ну, исламисты, я не знаю, в Коране и Сунне есть такое. Если надо, хотите, приведу. Не, я понял, я имею в виду, сторонники вот этой позиции, да, ну, условно говоря, исламисты, да? Вот мусульмане. Я поэтому и проверяю вот своего собеседника. Он говорит, что он мусульманин. А я пока вижу какого-то там как 0,25 каких-то процентов какого-то. Просто высказавшего, что он мусульманин. Пока я в ничем мусульманского ничего не вижу. Они все российские чиновники. Причем здесь ислам, мусульмане вообще? Где мы российские чиновники? А кто вы? Чьи вы? Американские чиновники? Подожди, не уходим на другие темы. Я вот просто собеседника хочу проверить, он мусульманин или он просто как бы... По твоей логике мы должны идти воевать, да? У меня нету логики. Ну я же тебе говорю, ты говоришь, что мы проиграли. У меня есть аяты и хадисы, которые мне это предписывают. Брат, ты пойми, не все выбирают войну. Есть люди, когда война начинается, есть люди, которые хотят жить. И еще раз повторяю, хотят покоя. Тогда, а ты куда лезешь тогда? Мы как раз А ты куда? Вот именно, вы куда лезете? Вы сидите тут и страдаете. Алло, а вы тебе куда? как раз таки и говорят, что нам не нужен твой... Еще раз, не перебивай меня. Тут как раз таки и говорят, люди хотят жить,
развиваться, учиться, выстраивать отношения, как бы продвигаться там, изучать технологии, создавать что-то, хотят нормально жить. Но вот это вот будулайчество, оно не позволяет. То есть оно говорит, нет, там с кафирами нельзя, с ягудами нельзя, сюда не пойди, тут государство не строй, комбайны не делай, ничего, нападай на кафиров. Это говорится в аятах и хадисах, мы поэтому доносим это до общества. А ты, где твое негодование? Ты кафир, что ли, хочешь, чтобы мы не говорили об этом? Хочешь, чтобы мы о правах человека говорили? О свободе? О правах человека? Вопрос к тебе, ты сам готов воевать? Вопрос к тебе, хорошо. По твоей логике, ты сам как мусульманин, ты сам как мусульманин хочешь воевать? Вопрос к тебе. Вопрос понятен. Так, я здесь. Подожди, хорошо. Подними мое оружие. Ты сам как мусульманин готов воевать? Я повторяю вопрос. Я к тебе тоже вопрос. Ты же говоришь то, что мы должны там туда-сюда. Ты сам как мусульманин готов воевать? Один момент. Я тебе отвечаю. Я 72%. Я же тебе говорю, ты готов воевать. Я 72% мусульманин. Все, 72? Почему не на 100? Все, что противоречит моей культуре, моему самобыту, моим традициям и общечеловеческим принципам, я это не принимаю. Ты должен понимать то, что ты говоришь о войне, если ты готов, ты говоришь, исламский порядок. Ты должен сам поднимать оружие тоже. Раз ты за исламский порядок говоришь, подними оружие тоже. Чувак, не перебивай меня. Мои вопросы мне не перенаправляй. Я тебе ответил, кто я. Теперь я у тебя спрашиваю, ты мусульманин или просто ПБ, балабол? Я мусульманин. Кто ты, воин? А вот ты балабол. Ты говоришь о войнах? Я теперь тебя проверяю. Я же тебе по-честному ответил, я 72%. Теперь я спрашиваю у тебя такой же аналогичный вопрос к тебе. Ты за какие-то кафирские законы, за то, что люди устают, за то, что люди не хотят иногда предписанные Аллахом аяты и хадисы им следовать? Или ты реально мусульманин, который хочешь этому всему следовать? Идеального человека не будет нигде. В каждой религии, в каждой национальности есть люди, которые все понятно, и хорошие, и понятно. плохие. Ты идеальных людей не получишь. Ответ никак. понятен. Но сейчас я тебе вопрос задаю. Прежде чем ты говоришь то, что мы проиграли и тому подобное, теперь комментарий на твой ты ответ. Хочешь на этой земле исламский порядок? Послушай меня, брат, я же тебя не перебиваю. Ответ, елки-палки. То, что ты сказал, я теперь прокомментирую. То, что идеальных людей нету, это тебе ответит любой тот, кто пьет водку, тот, кто гуляет, тот, кто, я не знаю, вор, крадет что-то, тот, кто иногда там за деньги едет куда-то, в Украину людей может убивать, осуждаю. То есть тебе точно так же ответят. Кто-то, кто по публичным домам там ходит, тоже так ответит. Ну, парень, братан, я мусульманин или мусульманка, но ты извини, идеальных не бывает. Что? Подожди, ты же хочешь исламский порядок на этой земле. Ты должен понимать, как ты и хочешь. Я не хочу. И должен тоже воевать. Ты говоришь, что 72% ты мусульманин. Я же тебе говорю, ты говоришь о войнах. Ты же воин у нас тоже. Как воин ты должен поддерживать, ну, сам тоже должен участвовать в том, то, что ты говоришь. А что, у тебя, ты хочешь сказать то, что ты будешь сидеть на месте, пока другие воюют? Отвечаю. Ты ну, я же тебе говорю, если ты себя считаешь воином, ты должен тоже, так сказать, воевать. Или ты думаешь, что тебя это не коснется? Мне тебе отвечать? Ну? Отвечаю. Я тебя к этому не призываю. А что ты делаешь? Я абсолютно не сторонник этого. Я тебя проверяю. Я тоже сторонник войны.
проверка на вшивость. Я 72%. Я все вот эти джихады, какие-то вражду с людьми на ровном месте, я это плевал на это, я это не признаю. Ты говоришь, что ты 100%. Ну? Я тебя проверяю. То, что я тебя сейчас спрашивал, это все предписанное тебе в хадисах, в аятах. Ты на это плевал, но ты при этом 100%. Ну где это? Ну где это я плевал? На что я наплевал? Скажи мне. Ну ты же сейчас Ну, где это? Ну, не нет, признаешь? ну где я наплевал? Скажи меня мне. Меня называешь, как будто бы Где я призываю. наплевал? Скажи мне. Ты хочешь на этой земле Повторяю, исламского порядка? повторяю. Ну, давай. Слушай. Повторяю. В Чеченской республике начал ли джихад исламист? Что с ним произошло дальше? Тебя Аллах освободил от него? А что я по твоей логике должен делать сейчас? Скажи мне. Ну, что по-твоему я должен делать? У меня нету логики. Есть Ну, скажи аяты. мне, по-твоему, что я должен делать? Предписано вам сражение. Возможно... Ну, за что сражаться? За что сражаться? Сейчас я тебе этот аят. «Катилу лазина ла ю'минуна билlah». Предписано вам сражение, но оно вам ненавистно. Возможно, что-то ненавистно для вас, оно благо для вас. Или, возможно, то, что что-то любимо для вас, но оно вред для вас. Вы не знаете, Аллах знает. Валлаху я'ламун, ва антум ла та'ламун. То есть Аллах знает, вы не знаете. Это аят из Корана. Он тебе предписывает сражение. Ты сейчас говоришь, ты хочешь. Я вообще Предписывать сражение ничего с кем? не... Скажи мне, с кем сражаться? Ты объясни мне, с кем сражение? С неверными, которые И пришли дальше что будет? Дальше да, что которые пришли на твою территорию. И пришли они на территорию, разве они с оружием в руках пришли на территорию? На данный момент с оружием в руках русские пришли на территорию? С цветами, что ли, пришли? А что, где ты видишь оружие? Сейчас на данный момент в составе Российской Федерации Чечня живет очень даже прекрасно. Ну Я вот не знаю, что там политики зритель мутят. просто видит, да, вот, я не знаю, чем ты сейчас там дышишь или что ты хочешь сейчас, вот эти отговорки. Ну, по твоей логике, ты Ну хочешь... смотри, ты знаешь, на кого похож? Вот на кого я тебе На сейчас кого пример ты похож? Ты сам понимаешь, Да. на кого ты похож? Не, я тебе тебе говорю, просто- я не поддерживаю войну вовсе. Я тебе провожу параллель. Вот какая-то женщина, ну, скажем, твоя близкая, ну или какая-то вот женщина, да? Просто твоя близкая, это не именно твоя, я хочу тебе параллель вот так провести, которая где-то зависает в доме терпимости, скажем так, да? Извиняюсь, что такой пример привел. И ты ей вот идешь и говоришь: Субханаллах, как ты можешь этим заниматься? Аузубилля. Где терпимость, скажи мне? Да. Как ты можешь таким заниматься? И она тебе говорит: а ты что хочешь, чтобы я намаз делала? Я, например, не признаю это так. Это кто тебе сказал, что это Аллахом запрещено? Здесь вот приходят парни, они мусульмане, маша Аллах, они со мной махр делают каждый раз. Я себя здесь нормально чувствую. Вот примерно такое, что ты мне объясняешь, когда я тебе пытаюсь там твою религию объяснить, ты как эта рыба в воде, вот так пытаешься уйти от предписанного тебе. И перекидываешь на меня, что я тебе... Ты же говоришь, что Ты там, перекидываешь вы должны на меня. воевать там туда-сюда. Ты себя считаешь Я на не говорю, 72% мусульманином. Я же тебе говорю. Алло. Я тебе ничего не говорю. Я тебе говорю предписанное тебе. Ты мне говоришь, как будто бы я это от себя говорю. Точно так же женщина, которая вон там в этом доме, да, находится, она тоже будет тебе вот так говорить: ну я не хочу, я там слегка только намаз делаю. Я, короче,
не так хотела, короче. Там, которые приходят, ребята, они мусульмане, мы махры делаем каждый раз там, никахи делаем туда-сюда. Поэтому я вот не такая, я за мир, я против войны. Это не есть отговорка какая-то, понимаешь? Потому что то, чем ты занимаешься, оно не соответствует. Ну, наверное, понял ты, да, что ты вообще полный ноль. Где И ноль? хочешь себя 100% там, мусульманином каким-то позиционировать. Где ноль? В исламе. Где именно? Скажи мне. Тебе сейчас снова все повторить, все, что я тебе сказал? Я же тебе говорю, ты хочешь Можно? войны, ты хочешь войны. Не, смотри, Самое Ибрагим, интересное. знаешь, что имел в виду? Давай я тебе скажу. Ибрагим тебе имеет в виду, ты говоришь, ты мусульманин 100%, да? Ибрагим говорит, согласно исламу, согласно Корану и Сунне, мусульманин должен подчиняться только Аллаху, только закону Аллаха, не закону Путина, не закону там, Трампа и так далее, да? Только над тобой должен быть закон Аллаха. А сегодня над тобой закон Путина там и так далее. Надо мной этого закона нет. Ну как нету? Ну Закона Чечня же в нет. составе России находится. Ну по каким законам там судят? Чечня находится в составе России, а что, исламские законы тогда там не идут, что ли? Там живут мусульмане, Да, там очень по прекрасно. шариату, суд по шариату идет, потом... Нет, там судят по каким законам? По Конституции России, правильно? По Уголовному кодексу На России. джихад в Украину по шариату идут. Там. Джихад на Украину идти, это не джихад. Нет, понятно, Украина. Ну вот там какие вот процессы, как проходят, по какому законодательству? По чеченскому или по шариатскому или по российскому? Он тебе это имеет в виду. На данный момент, да, вот на данный момент, пока вот в составе России находится. В составе России... Я тебе просто хочу сказать, что ты вообще не соответствуешь. На данный момент, да, вот на данный момент, пока вот в составе России находится. В составе России... Я тебе просто хочу сказать, что ты вообще не соответствуешь. Где именно не соответствуешь? Ты плевал Везде, на то, везде что там, не соответствуешь. Да, просто ты плевал, именно? что там кефиры пришли, что они захватили там, Где мусульман, захватили? что они насадили там свой вот этот конституционный строй, что там Вот людей, там проспект короче, Путина. Проспект да, Путина в Грозном. закидывают людей на джихады в Украину. То есть Туда не закидывают. Туда не закидывают, они сами добровольно. Туда не закидывают, они сами добровольно идут. Ты спроси любого военнослужащего, который пошел практически. Они идут ради из-за семейных проблем, чтобы, так сказать, из-за денег восстановить кое-какие проблемы решить. Эта война не Туда является добровольно джихадом. не идут. Туда идут... Где именно? Не добровольно. Не все добровольно. Смотри, если ты даже за какой-то поступок... Еще раз повторяю, туда добровольно не идут. Туда частично идут добровольно ублюдки, но там людей за штрафников туда закидывают. То есть можно даже ролики тебе показать, видеоролики, как это работает. Где люди сами комментируют, что из-за каких-то их там близких где-то в Европе их куда-то закидывают на джихады в Украину. И что Короче, вот так это работает. Ибрагим, он, короче, не мусульманин, да, получается? Где именно не мусульманин? Он чисто балабол. Сам ты балабол, придурок. Ты говоришь то, что ты хочешь, ну, по твоей логике мы должны воевать. А Да сам не ты по этой его войны логике. придерживаться не хочешь. Он не придерживается, он не мусульманин. Я тебе... Ты видишь, ты Так, мусульманин. ты же хочешь, он же говорит, то, что на 72%... Дебил, я тебе 1000 раз объяснил, тебе говорю, что если я ты хочешь полностью все несоответствующее со своей там, самобытом, со своей культурой и так далее, я это все полностью коренными зубами отправил вот этим куришиты, хашумиты, как их там, я не знаю, туда-назад отправил. Только все, что у меня соответствует моей культуре, моему, только это мне приемлемо. Ты мне здесь полчаса мозги компасируешь, да, убегаешь от ответов, вообще
даже не знаешь, что такое там, элементарно, да, там, про кафиров, про джихад, вообще вот эти вот темы. И тут сюда заскакиваешь, и людей еще предупреждаешь, это Он плохо говорит то, для тебя, что что-то чеченцы не говори, мусульмане. не говори, Он говорит за всех. какие-то Пускай он угрозы за себя пытаешься говорит. там кинуть, да, сидя там где-то, я По не твоей, знаю, ты хочешь сказать то, бутылке, грубо что говоря. типа мусульмане являются те, кто воюют? А при чем здесь воюют? Я не говорю, что являются те, кто воюет. Я говорю, что тебе предписано У сражение. тебя на аватарке еще самое интересное флаг Украины. А ты в курсе то, что сама Украина занимается католизмом? И, так сказать, я слышал, хотя мне рассказывал пацан, который ушел с Украины, то, что там запрещен ислам. Типа, А Россия чем занимается? Россия в чем России занимается? свободно делают намаз, мечети есть. В Украине не делают, что ли? Подожди. В Украине... Который через Белоруссию ушел в Россию. Причем это мне зачем? Ты поддерживаешь, по сути, кафиров. Ну, так сказать. Ну и что? А ты кого поддерживаешь? Ты поддерживаешь войну против ислама. Ты кого поддерживаешь войну против ислама? Не перебивайте. Один, то другой, то один, то другой. Мы если или дискутируем, или вот это вот базар здесь не устраиваем. Что ты спрашиваешь, я не пойму. Свой вопрос задай, нормально сформулируй. Ты поддерживаешь Украину, хотя Украина на данный момент полностью, всецело поддерживаю Украину, которая борется за свой самобыт, за свою независимость, за свою свободу, за свое государство. Конечно, поддерживаю всецело. За свободу? За какую свободу? Тебе Разве она не свободна? Объяснять надо теперь, что такое свобода. Разве она не свободна? Она свободна, если русские вернутся к себе домой, то она 100% они у себя дома. Они у себя дома. А чем тебе русские не угодили? У тебя там с мозгами все в порядке? У меня все нормально с мозгами, а чем тебе? А что там русские? Ты на данный момент русские в Украине что делают? Русские в Украине? Я не знаю, чем они там занимаются. Это меня не касается. А что ты тогда спрашиваешь? Дебил, что ли? Это вообще ты нормальный, короче? Я нормальный. А вот ты нормальный? На данный момент война из-за чего в Украине идет? Скажи мне. Потому что русские пришли туда стать хозяевами. Хозяевами чего? Хозяевами тех земель, которые они украинского государства. Тех земель, которые они предподнесли? Не перебивайте меня. За 3 дня грозились взять Киев. Зашли, получили по мозгам. И сейчас забуксовали там. Дальше твой вопрос. Где получили по мозгам? Ты в курсе, в Украине. Ты в курсе, что на данный... Где ты именно? В курсе, что они там уже больше, чем Отечественную войну, так называемую, воюют уже? А что? Это не война, это спецоперация. Разве она была объявлена войной? Так, вы больше хотите здесь если ты своровал, если ты своровал что-то, не знаешь, что ты не объявлял. Вам больше интересно это не было объявлено, это спецоперация, а не война. Если была бы война, пошли бы все. Это не война. Так, ладно, я его выкидываю отсюда, потому что тут вообще как бы абсолютно говорить не с кем. Так, давайте, кто хочет по теме там общаться, говорить. Не, мне просто интересно, формулировка 72%. Это как понять? Как ты вывел эти именно 72%? Почему не 70%? Ну вот у меня свои критерии такие. У меня было 71, и вот в месяц Рамадан, так, на 71 я где это скатился, сейчас вспомню. Ладно, потом вспомню. Ну смотри, тогда ты в большей степени мусульманин, да, получаешь? Я как бы, когда вот Рамадан месяц начался, в прошлые пару лет вот этих шайтанов, когда заковывают в цепи,
Я в месяц начальник Рамадан. шайтана. Да, в месяц Рамадан, когда заковывают шайтанов, короче, они в прошлые 2 года никого там не заковали. Они сюда, в наши группы, на интернет-площадке залетали и, короче, здесь шайтанничали. А вот в этом году действительно, короче, их там конкретно... Заковали. Да, заковали. Аллах мне полномочия передал. Я, короче, начальник шайтана. Я как честно, там, по процентам не могу как бы от себя что-то накидывать, скидывать. И если я вижу какую-то соответствующее что-то там в религии ислам, то у меня, соответственно, должны подскочить проценты. Если там негативное я вижу, Ну, они... колебается, да, процентов? Ну да, как бы на месте не стою. Да, двигаешься, короче. Да, Развиваешься. двигаюсь. Это, что я хотел сказать, ты в большей степени, получается, мусульманин, да, себя считаешь? Ну, если 72%. Я муджахид, Ну, пока я вот так настоящий получается. Ну, Пока вот получается так. Ну, вот эти кафиры, там, это всякие здесь Пармат, потом всякие Аль-Бурак. Там вот Аль-Бурак очень плохой кафир. Честно говоря, Здесь в ТикТоке он есть или нет, я не знаю, но в Телеграме он у меня конкретно проценты пошатнул. честно говоря, пока я в ТикТок не попал, я вообще не знал таких чеченцев, да, что вот, таких кафиров чеченцев, вот как Вендетта там, и как другие. Я думал, таких не бывает среди чеченцев, оказывается, есть такие, да, тоже. Удивился, конечно. Пират, можно к тебе тоже с вопросом? Да, давай, я хотел попасть. Ты сколько процентов? Проценты я не знаю, мусульмане, да. Вот так. По процентам. Алхамдулилля, брат. Мы на Швамбаль, Бимхамбаль, мы с тобой уже жамаат, даже если нас двое. Не, Вендетта, ты же говоришь, что ты кафир. Ты как можешь быть? Мы с тобой как можем джамаат быть? Ладно, Иншалла, ты не даже если двое. агрессивный, я поэтому не буду там твои проценты проверять. Он просто Не, говорит, какая у вас самая любимая книга, Коран, а вы ее читали? Нет, не читал, Болтаря. Мы сейчас прочитаем вместе с пиратом вам и нагнем вас своими аятами, хадисами и заставим вас платить джизю. Пират, давай заставим всех этих кафиров платить джизю в униженном состоянии. Как Аллах. они разве будут платить, что ли? Миллиарда. Не, 2 миллиарда, это же такие разные, короче. Вот как сейчас человек заходил, говорит, я мусульманин, и говорит, что вам русские плохого сделали, говорит. Ну, видишь, это виляющая акида называется. Разные акиды есть. Не, это вообще акиды нету, получается. Есть. Сала Лубянского, послушай. Он даже говорит, что в хадисе есть, как вот эта Сулейма вообще не видела Салима. Она молоко, какую-то пиалку, короче, что-то туда. Накапала. Не знаю, как. Да, вот как доют корову, надоили ее в пиалку, передали этому Салиму. А ее Салим вообще не видел, когда ее доили. А я пошел поискать эти хадисы, и там он прямо говорит, что какие-то безбожники говорят, что там кормить взрослого сказали. А я просто вот иснад линки в ключевые фразы записал кормление грудью взрослого. Там главы есть. Не то, что хадисы, а целые главы кормления грудью взрослого. А Лубянский причем? Лубянский что сказал? Но он искажает религию Аллаха, хочет такие сделать чеченскому народу, пока большинство не будет, короче, типа в исламе, они такие делают, когда уже большинство туда загнали, говорят, что тот, кто не мусульманин, тот не чеченец. Это такие называются, наеб. По предыдущей теме, да, просто многие чеченцы не понимают. Вот в Сирию, когда поехали, я как бы пытаюсь это донести, вот эту информацию, уже не раз это делал. То, что мы здесь озвучиваем, это не говорит о том, что мы это поддерживаем или призываем к этому. Тут просто идет просветительская вот такая работа, да, чтобы люди знали,
с какой идеологией они столкнулись, что их ждет, если как бы они не будут пользоваться там мозгом, логикой, там, критическим мышлением, ну или пытаться выработать его. Вот в Сирию уехали, ну, по разным там оценкам, есть такая цифра, 14 тысяч чеченцев. В Сирию, вот Ирак, с женщинами, с детьми, с семьями, то есть люди. И вот многие чеченцы, которые там рвут на себе тельняшки, ватники, я не знаю, кальсоны, валенки, и там выкрикивают... Шапки-ушанки. Шапки-ушанки тоже есть. И выкрикивают, что вот нет, самые правильные мусульмане они, а те, которые поехали куда-то в Сирию, это оболваненные. То есть это не надо, как бы вообще это не надо было делать, нельзя было сделать. Просто сейчас есть такое, скажем так, подстрекательство там в Палестину чеченцев, вот, орудуют здесь в интернете. То есть это продолжение подстрекательства там чеченцев, облапошивание, оно продолжается. Поэтому слушатель, зритель, он должен знать свою религию, да, и вот эти люди, они не дебилы. Ну, понятно, что они как бы имеется в виду, если с точки зрения там логики смотреть, да, это вообще тупой, самый что ни на есть тупой поступок. Но они не из-за того, что они неправильные мусульмане, да, или неправильно там понимают религию, поехали туда, а как раз-таки они поехали туда, потому что они хотели полностью соответствовать религии. Наоборот, ислама. они соответствовали, да. Да, поэтому я вот хочу зачитать один из хадисов, вот сахих хадис, да, кто не слышал, Ибн Хиббан, 1617 хадис достоверный. Также он приводится в Ас-Сильсилля Ас-Сахих 1935. Потом Ахмад 4/104. Ан-Насаи 3561. Вот этот хадис, он достоверный. И он приводится даже к аяту из Корана в качестве тафсира. То есть в одном из аятов, сейчас какой я по номеру не помню, но он как тафсир приводится. То есть когда речь идет о джихаде. Опять повторяюсь, это не призыв, это информирование общества, чтобы оно, короче, как это было, вооружен или наоборот, осведомлен, значит вооружен. Если осведомлен, значит вооружен. Да. Вот Саляма ибн Нуфейль рассказывал. Однажды я сидел с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и какой-то мужчина сказал: «О посланник Аллаха, люди отпустили своих лошадей, сложили оружие и сказали, что нет джихада и война закончилась». Посланник же Аллаха, мир и благословение ему Аллаха, повернулся лицом и сказал: «Они солгали. Сейчас пришло время сражений. И не перестанет группа из числа моей уммы сражаться за истину, и отвернет Аллах от них сердца некоторых людей. И пропитанием их будет за счет этих, то есть трофеев. И так будет до судного дня, пока не придет обещание Аллаха. И в конях есть добро до судного дня, и Аллах внушил мне, что я скоро покину этот мир, а вы последуете за мной группами, бьющими друг друга по шее. И центром мусульман будет Шам». То есть понятно, да, что вот Сирия, Ирак, даже Палестина, так называемая, туда это вот такая география затягивает. Это вот эти балаболы исламские, короче, они как раз определяют вот эту географию Шамом. И вот этот хадис, да, он достоверный. И в отличие, наоборот, от людей, которые там, как я говорил, тельняшки на себе рвут, мы типа мусульмане, а те, которые туда поехали, это там какие-то ваххабисты, их облапошили. В том-то и дело, что вы как раз не знаете вот эти хадисы, аяты,
А человек, который туда с головой ушел, он вас вообще всерьез не воспринимает. Для него вы просто какие-то там, вот как сейчас зашел, который просто балабол, там, балаболит, там, о, мусульмане, вы против, туда-сюда, ты ему аяты что-то рассказываешь, он вообще рядом не стоял. Вообще у него понятия нету там. Возможно, у него борода будет там где-то до пояса. Но вот эти вещи он пока еще не знает, пока он еще тепленький. А возможно и не узнает даже. Возможно, и не узнает, а возможно, ну, надеюсь, не узнает. Надеюсь, узнает, но уже будет осознанным. Да? Хотя вот судя по его этому, то, что он здесь вообще... Наговорил. Короче, не то, что наговорил, а ты как будто бы как об стенку горохом что-то пытаешься ему объяснить, вообще нечем там вообще понимать. Просто вот тема такая, что вот это здесь есть, как бы вы ни отнекивались, и 14 тысяч женщины, дети, которые шли, они в отличие от вас, они это приняли, и искренне этому последовали. Я не говорю, что я пытаюсь это поддержать. Я Они пытаюсь... настоящие мусульмане, да, получается? Да, я хочу как раз-таки нашему обществу показать, что если вы не будете к вот этому всему относиться с критической точки зрения, да, с логикой подходить, со здравым смыслом, а просто будете сами атуана, как говорится, да, услышали и повинуемся, то через несколько шагов вы тоже, как и эти люди, которых туда закинули, вы точно так же станете на эти рельсы и там куда-то будете, или в Иран куда-то там, я не знаю, какую-то мазу, короче, туда куда-то. То есть это же как бы история, она циклична. Вот это все дело, оно вновь и вновь вот так вот крутится. Поэтому вот это надо знать. И тоже говорить, что этого нету, так не получится. Это все там есть. Только теперь вы стоите перед выбором. Либо как бы тупо следовать вот этому, как бы не делая вывод, что это неприемлемо, это противоречит и, например, добру и злу понятию, да, вот, когда тебя к вражде призывают, ты должен уже сам думать, как бы, ага, это нормально или нет. То есть ты сам как бы должен определить уже, что вот здесь тебя пытаются оболванить, да. Хотя это... Манипулировать, да, короче? Да, хотя это достоверно, хадис, достоверно, аят и так далее. И вы обязательно к этому придете. Вот я там смотрел видео, сейчас ролик раскинули, там пожилые тетки в хиджабах сидят, учат алиф батаса. И если вы полностью с головой туда уйдете, вы тоже, даже несмотря на свой пожилой возраст, вас тоже куда-то и в Сирию закинут, и куда угодно. То есть, если мозгом, который вот у вас есть там, Богом данным, если не будете пользоваться, а будете вот так любые вот эти писюльки читать, самые наидостовернейшие, пускай это там аят будет, пускай это тафсиры будут, что угодно. Если ты не будешь со здравым смыслом к этому подходить, то ты будешь вот так постоянно страдать. Короче, я закончил, я как бы вот этот чувак, который здесь заходил, да, как бы он меня смотивировал, чтобы я вот эту тему сейчас зачитал. Короче, передаю микрофон. Я тебя понял, Ибрагим. Просто ты ему это адресовал, а он, знаешь, ты как будто не ему, ну, как будто не тому человеку адресовал. Он вообще не из этой категории человек, да? Он назвался мусульманином, но он обычный гражданин России, да, вот, поддерживающий свою власть, там, и так, президента и так далее, да, короче. Он вообще, я не знаю, зачем ты ему это адресовал. Он вообще не этот человек, не тот, за кого себя выдает, да. Да, и понятно, что здесь есть много из ЧГТРК, там, из вот этого Сурсада,
людей, которых сюда сажают, короче, и которые здесь начинают тоже на себе тельняшки рвать, там, угрожать. Ты имеешь в виду здесь в группу, вот сюда, что ли, в эфир поднимается? Везде, вот и здесь, и в Телеграме, на всех интернет-площадках. Там люди... Ну, я их, скажем так, в какой-то степени оправдываю, да, потому что там есть и заложники ситуации. Вот, например, вот эти Сурсад есть такой, короче, уборка дорог, там туда-сюда, вот такая вот организация. И те, кто где-то неправильно комментарий написал, как-то штрафанулся где-то, они заставляют вот так там в этом Сурсаде отрабатывать там, подметать, короче, всякие эти дороги чистить, короче, там листья какие-то собирать, обрезать вот эти ветки, ходить. И по ходу их параллельно сажают сюда, в интернет, чтобы они вот так писали, так ты выходишь, потому что ты мешаешь. Чтобы они вот такие вот какие-то эти гадости говорили, потом матерились, короче. Вот мат – это самое основное, то, что они заставляют этих людей применять. Материться, короче, и гадить. Поэтому, с одной стороны, понятно, что там человека там вынудили, посадили этим заниматься, но с другой стороны, как бы давать этим людям пропагандировать, не разбивая вот их ложь, да, не, скажем так, развенчивая вот эти вот мифы всякие, которые, ну, не то что мифы, их какие-то здесь утверждения или там кто дискутировать заходит. Короче, несмотря на то, что там люди подневольные, все равно то, что... Да, то, что они говорят, да, это как бы, ну, короче, разъяснять приходится. Опровергать. Да. Блин, иногда вот эти слова вылетают русские, короче. Передаю микрофон. Ну, я в целом тебя понял, это, Ибрагим. Мы тот вопрос как-то с тобой затронули и не закончили его. Я тебе спрашивал, вот, ну, вот, допустим, ослабнет центр, да? И вот придете вы, короче, в республику, да, устанавливать конституцию, ну, вашу конституцию, да, которую вот принимали в 92 году. А население уже, как бы ты сам знаешь, уже далеко ушло от конституции, да? Если центр ослабнет, скорее всего, там все исламизируется, да? Ну, ты сам это понимаешь, потому что большая Нет, часть... я с тобой не согласен, Не, ну даже вот из очевидного исходя, вот очевидного мы же видим. Вот этот, который сюда зашел, ты видел, насколько он вообще полный профан там религии. И точно так там везде и повсюду, кроме какой-то вот этой видимости, там бород и так далее. И потом страха с оглядкой. Ну, ты на тебя ты не так не подумал. Да, но ты же знаешь, исламисты это инертная масса, да, и они быстро сгруппируются и быстро там возьмут власть и будут... Не, это понятно, да. что ну, нужна какая-то поддержка, да, чтобы вот это... Ну, чтобы противостоять, да? Чтобы в руки оружие не попало вот этому всему делу, как бы, обязательно нужна будет какая-то поддержка. Вот я это имел в виду, да, вот. Конечно, нужна будет. Внешняя поддержка должна быть демократических стран, чтобы потом проблемы для них не было. Ну, это опять может обернуться вот еще в одно противостояние, да, короче? Ну, обернуться это может, если вот как Россия это спонсировала, вот так вот, если как бы как какая-то сторона не вмешается, там, международная, там, я не знаю, созданная какая-то, да, там,
миротворческая, третья какая-то сторона, чтобы она контролировала, чтобы русские не финансировали, не завозили тоннами литературу, чтобы не вот это вот закидывали каких-то русскоязычных арабов к нам, выпускников вот смотри, Ибрахим. Института дружбы народов, да, там Патрисов. Ибрахим, вот смотри, вот, ну, русские, как бы, грубо говоря, победили, да, вот, уже все, присоединили там, ну, Чечню там, и вообще в целом весь Кавказ, короче, уже лет, как, наверное, с 2010 или с 2015 года уже тишина, да, везде, короче. Нету ни маджахедов, никого. А исламисты все равно крепчают, ну, не крепчают, я имею в виду молодежь, вот ты смотришь, ты же сам наблюдаешь, ты же видишь. Это же Россия их и сажает на это дело. А зачем сейчас? Хорошо. Поставляет 5, 6, 10 мечетей, в которых эту пропаганду делают. Вот было время, когда подрывались, подъезжали к полицейскими, подрывались. Кто их создавал? Россия создавала. Отдельные муллы сидели по мечетям. Знаю, я приезжал, например, домой. Мне говорили, в Грозном там 3 мечети было таких. В самом Грозном. А там есть там Аргун, Шали. Там тоже, там, допустим, по одной мечети. Кто занимается, эти имамы занимаются пропагандой настоящего ислама. А сейчас, хорошо, ну, Россия уже как бы умиротворила, да, Кавказ, захватила уже что-то. Россия уйдет и раскроет архивы, кто этим занимался, работники своих сдаст. Нет, и я говорю, с ними работать. Ну, а какая вот выгода, логика сейчас? Зачем России сейчас исламистов, короче, размножать там? Что? Ну, тогда понятно. Сейчас зачем это? Сейчас зачем им это делать? Да, сейчас у них другие приоритеты. Сейчас у них Украина. Я зачем говорю? Для того, чтобы сейчас полностью манипулировать, чтобы на них делать дела, получать деньги, получать звания, погоны. Как для чего? Для сейчас у них вообще... У них сейчас ориентиры... 17-й год, пример тебе приведу. 17-й год, 2017 год. Чтобы какой-то полковник сраный ФСБ по Чечне получил высшее генеральское звание и переехал в более высшее там место, устроили, поймали 100 пацанов, из них сделали джихадистов, их первого там взяли, они пристрелили в подвалах, там, в Лубянке своей, там, 3 батальонах там они делали это. 100 человек. Остальных задушили, просто связанные руки, ноги, ложили и душили это веревкой. На живот ложили и душили. 100 человек за 3-4 дня убили они. Для чего? Я тебе объяснил, что полковнику дали генерала, и он переехал в Астрахань. Один момент. Вот этот вот Гузарова Мило, Анти или кто-то там. Вот написал, который коммент, чеченка, хочешь стать тоже моей наложницей, уже 3 есть. Вот за такой базар я тебя отсюда вышвыриваю. Прощай. Наложниц будешь искать там в других местах. В Москве, да? Не знаю, в Москве или сам, может, в итоге станет чьей-то наложницей. Да он сам наложница. Лохаг, а ты не мусульманин тоже, да? Я вышел, когда Коран ни хрена не знал, нам рассказывали с детства, какой был пророк. Он там дня 3 нечего было кушать, все раздавал. Привязывал он к себе на живот камень и ходил, делая вид, что он не голодный. Потом он там 2 месяца сидел, взявшись за голову, думал, как бы отменить рабство, чтобы люди убрали рабов. Ну, как нам рассказывали, как мне вбивали в голову мусульманство. Там 99,9% такие мусульмане, как я, был в то время.
И он пошел работать, 6 месяцев отработал где-то, заработал денег, пришел на рынок рабов, купил раба и перед всеми освободил его, сказал, как это вот хорошо, когда освобождать рабов. А когда я узнал, что сура 4, аят 24, меня всего перевернуло. Сура 4, аят 24, что можно нападать на неверующих, убивать там людей, захватывать женщин, их насиловать, детей в рабство забирать, продавать. Так я узнал, я так понял, что это не тот типаж, что мне рассказывали. Это не может быть такого от Бога. Я вернулся к своему чеченскому делу. Я верую в Бога, знаю, что Он есть, все это, что создавший. Ну, я его не видел, не он мне дал мозги, зрение, руки, ноги. Я пришел к своей религии. Ну, не мусульмане сейчас, да, получается? Как можно быть мусульманином, если вот там такие вещи написаны? Что Нет, можно я жениться понял, на я двоюродной понял. сестре, что можно убивать людей там. Как ты можешь к этому вернуться? Ты что там? Не, я понял, просто вот Ибрагим говорит 72%, допустим. А я думал, может, Ну, у тебя тоже... это его там дело. Я оттуда вышел. Я так узнал, что там творится, там, что написано. Вообще там, что там говорится, что он, получается, по этой религии, он между двумя братьями вбивает в клин. Ты не можешь зайти к своему брату, если его жена тебя, он где-то там в командировку поехал, куда-то работать на север. Ты не можешь узнать у его детей, посмотреть там, как у них там нормально, все ненормально, нуждаются они в чем-то, нет. Если ты зайти к нему не можешь, нафиг мне такая религия нужна. Если она не накормила тебя, если она тебя накормит грудью, тогда ты не можешь 5 раз, ты не можешь к своему брату зайти. Вообще бред такой, что тут, ну ее банил. Пророк какой-то, так называемый пророк. Там много чего есть, противоречий, там враньямное. У него каждый раз из кармана вытаскивал, как его начинали спрашивать, и он там выдавал всякие ляпоси. Там что, если там жена изменяет, если 4 свидетеля нету, ты не Вообще можешь... вопрос выходить, да, от этого. Вот. Мы туда Я, и не например, входили никогда. Да, я, например, никогда вот этому дерьму, я извиняюсь, там, всякими посасывания, всякие вот это педофилические дела, осуждаю, просто разъясняем. Всякие вот эти женщина за женщину, раб за раба, это что такое вообще? То есть вот это как бы, и так это никто как бы серьезно не воспринимал. Узнав, я имею в виду вообще этому никто не следовал, но узнав, что там вот так вот это прописано, как этому можно следовать? Не, я просто знаю, что говорю, Ибрагим. Вот допустим, Лохак, да, или там Пхармат, или вот Вендетта, да, они как бы, я вот так вас сравниваю, у тебя и их, да, но они как бы более справедливы, не то что справедливы, они как бы не веруют, и они говорят, мы не мусульмане, да, а ты как бы тоже вот их позиции, получается, придерживаешься как бы, ну, в этих вопросах, да, но тем не менее говоришь, ты мусульманин там на 72%. Ну, какое-то несоответствие, да? А вот они, наоборот, они говорят... Почему несоответствие? Я, например, что-то хорошее там, я это принимаю. Вон про сирот какие-то заповеди. Я считаю, это... То есть, если все, что я через свое чеченское, через свои традиции, через свой самобыт могу пропустить, это мне нормально. Но мне даже не надо это ходить, там, читать где-то. Оно уже у меня есть. Ну, я понял, уже как все, что, морально. да, все, что этому соответствует, нормально. Как бы. Все, что противоречит этому, то давай, до свидания, и все. Ну, короче, ты сам, получается, определяешь, да, как бы, ну, что такое хорошо, что такое плохо, да? Конечно.
Ну все, понял. Ну, то есть тебе текстом не следуешь, а следуешь, ну, своей логике, своему умозаключению, да? Нет, я просто знаю там некоторые вещи, да, которые там есть, и они соответствуют морали там, ценностям. Это, конечно, все я не знаю, но вот по мере поступления информации, вот проценты поэтому у меня будут скакать. Понял. В целом ясно мне, короче, твоя позиция. Я, например, приветствую, если в христианстве какая-то польза, пожалуйста, и в иудаизме, в буддизме, где угодно там, я не знаю, в каких-то этих прописанных уставах и так далее. Просто, Ибрагим, просто что хотел сказать. Ислам же это, ну, религия, да, вот как бы ислам, мусульмане, да. Ислам надо принимать как бы полностью, да, чтобы быть мусульманином. Ну, мы пока не видим здесь, чтобы кто-то полностью это принимал. Просто болтовня и выборочные какие-то действия. Вот даже те, кто в Сирию поехал, они же не соответствовали этому, потому что приехали в кафирскую Европу, там просидели. Не, а какая проблема, что приехать в кафирскую Европу? Ну, нельзя, запрещено. Нет, ну запрещено, но если, допустим, вот смотри, ты говоришь, вот пришли русские, там, вот, джихадисты, там, ну, исламисты, так назовем, да, сражались, ну, проиграли, да. То есть, ты же знаешь в исламе, как это все прописано, но если есть сила, ты сражаешься, нету силы, ты не сражаешься, готовишься. Нету там такого абсолютно. Там тебе предписано, и если кафир на твою землю переступил, то ты обязан стать против него. И тот, кто бежит с поля боя, тот может спокойно грешник, там... Грешник, Какой не грешник, он вылетел как пуля из ислама. Не, ну чтобы вылететь, это надо определенные действия сделать. Куфр или ширк, да, допустим. А если он там трусость... Почитай аят про то, что про тех, кто с поля боя соскочили. Ну, грешники, да, они. Там же не сказано, не что... грешники вылетают. Это как вероотступник. Вот в Дагестане как раз таки таких вероотступников до хрена и валом, извиняюсь за французский, которые там вокруг Багаудинов, Хачалаевых, вот эта вот вся шушера там гобнюковая крутилась, потом туда затянули вот этих наших дебилов. Эти пошли туда, эти взяли потом у русских винтовки и начали этим в спины стрелять. Нет, так это же разные люди совсем. Кто с Багаудином был, они же не брали и в спины не стреляли. А стреляли обычные ополченцы, да, обычный народ, короче. Это разные... Они же их как раз и туда затягивали. Багаудины, Шмагаудины, и первые сбежали. Ну, Багаудин затягивал, не эти ополченцы же затягивали. Ополченцы это уже пророссийские. Идеологи, красно-зеленые эти, как его, комиссары. Они же затягивали этих людей сюда. Я понял, но они, это они. А кто винтовки взял и в спину стрелял, это совсем другие. Какие бы они другие не были, если они мусульмане, то эти же шли им помогать там устанавливать шариат, а эти им в спину начали стрелять, то это уже вообще вылетели они из ислама. Так они и не были в исламе. Это обычные люди. Вот как сейчас этот парень зашел. Ты сейчас пойди у них спроси, они тоже будут. Нет, ну они-то могут сказать, мы космонавты. И что теперь они могут космос? Я поэтому тебе говорю, что нету там, не соответствует. Все давным-давно повылетали. А когда позвали, допустим, Багаудина, они позвали там Шамиля и так далее, это костяк был небольшой, да, там горстка людей, короче.
а вся основная Да, масса... Московские люди, они как раз все организовали. там были Кто тысячи тогда был этот? людей. Все Степашин вот был эти там учебки, руководитель. которые, да, какие-то учебки, которые там Хатаб, Матаб, вот эти Бабкин финансы. Там как раз большинство дагестанцев прошли через эти учебки. Не, я понял, но эти дагестанцы, это мизер, да, в целом. Ну, куда они делись? Куда они делись? Куда Нет, они ну делись? смотри, Ибрагим, ты же знаешь, вот эти движухи, да, ну как бы сражения, движухи почти до 15-го года были, да? Ну, если ты отслеживал, конечно. Вот Какие движухи, это все ерунда. Там тысячи людей прошли, которые там на себе тельняшки рвали. они закончились. До 15-го года сражались. Никуда они не сражались, не закончились. Там нету вообще места, где кто-то сражался. Не, ну как нету? Ну, в Дагестане вон до 15-го года сражались. Да, Я не говорю, где там был? Сказки дагестанцы мне слыхали, где они сражались. Не, Шамиля он рассказывают, имеет, я сражались. понимаю, Где что он Шамиль имеет хоть в в одном виду. бою участвовал. Ни в одном бою не участвовал. Я кто не понимаю, один момент, мы сейчас не об этом. Я понимаю, что ты хочешь сказать, что там... Ну, партизанское движение было, да? Да, там, там какие-то вот эти очаги Да. были, это понятно. Ну, грубо говоря, лесные движения, да, вот эти. Да, но это потом уже по ходу пьесы как бы люди, которые появлялись, да, там же эта идеология, ее закинули, она же на месте не стояла. То есть вот если... Ну, конечно, кто-то... Это как бы, да, это как бы на чеченцев применили вот этот религиозный механизм, да, чтобы нас там победить, покорить. А вот дагестанцы, это как бы... подхватили. Чтобы нас затянуть, это как бы через дагестанцев вот этих вот, через Багаудинов там. Ну, представь, вот это, создали Конгресс Чечни и Дагестана. Да, ну смотри, Ибрагим. Нет, сам просто вот послушай, Конгресс, кафирское, американское название, то есть не говорят Джамаат или Шура Чечни и Дагестана, понятно, да? Конгресс Чечни и Дагестана, типа это Америка, Запад там финансирует там туда-сюда. То есть это как бы отвод от русских, как бы это вот там западная тема. Конгресс Чечни. Уже это просто в названии даже видно, да, как это там по-хитрому. Кто этим руководит, да? Да, Конгресс Чечни и Дагестана. Это не поэтому. Они же постепенно... Их взяли, короче, через них вот эту сделали, как он называется, ну, короче... Такие Не. Ибрагим, это же то, что Конгрессом назвали, потом Шура назвали, это просто термины, да? Это же вначале... Не, это не термины. Это смотри, Конгресс, вообще вот это ваххабистское движение, оно там, например, через Докку провозгласили Америке, Израилю и Европе джихад. Ну, и Марат сделали, да? Была Ичкерия. Да, и Докка взял вот этот листок удуговский, который через Удугова ему подкинули, да, и просто тупо его зачитал, что он, короче, там, эмир какой-то, это почему-то объявляет джихад, сидя в кустах где-то, да, там, вокруг, там, Российская Федерация везде лазит, сидит где-то в кустах и объявляет джихады Европе, Америке, Израилю вообще. Окруженный россиянами, да? Нет, спрятался в кустах где-то, сидит, и он возглашает Америке, Европе и Израилю. Представь. А при чем здесь... Блин, какая это мощная должна быть у них. Это, да, представь, одновременно Америке, уже с Россией как бы гасится он, да, там, и тут еще Америки, короче, Ибрагим, ты же понимаешь, что это было просто солидарно с исламским
так сказать, движение. Рассказывай по ушам, бедный. Да, на этих солидарностях, вот так вот, вообще не причастные к этому чечен, нам нафиг это надо. Вот мне зачем это надо было? Я, например, молодой пацан, и так там, без близких, без родителей, там в Первую войну погибли все. Мне зачем, вот по сути, эта война вообще нужна была? Эти мудаки взяли, создали вот этот, туда-сюда бегали, короче, все соскочили, и вот этих русских нам оставили там. Все рассосались, и дагестанцы, вот эти всякие, маджахеты, бородатые, все бороды полетели у них вот так. И нам, каким-то пацанам, которые там оставались, нам оставили это все. И мы как дебилы, да, и мы как дебилы пытаемся против вот этой махины всех бороться. 2 месяца они у нас посидели и растворились, вернулись домой в Афганистан, Дагестан вернулись. Все вот эти руководители, которые там типа маджахеды были там. Нет, ну смотри, Аллах, они вернулись, допустим, в Дагестан, там, в Кабардино-Балкарию, Ингушетию и так далее, да? Но они же там продолжили тоже движение. Они же там не сидели. Я просто что хочу сказать, вот это то, что как бы поработить чеченцев, чтобы их вернуть в стойло, вот до этого дагестанцев, вот то, что сейчас, да, то, что сейчас вот этот салафизм там гуляет все еще, да, это как бы побочные действия. То есть вот это, ну это как бы вообще ничего, да. Главное, что они вот назад как бы конституционную там целостность, короче, Российской Федерации туда-сюда. А вот это то, что сейчас там, Ингушетия, вот это. Но сейчас они, правда, этот ваххабизм, да, его пытаются под русский флаг аккуратно, вот как сюда заходил вот этот товарищ, аккуратно под русским флагом вот так вот оформить это. Но ты имеешь в виду такой мирный, да? Да, чтобы это прижилось, и не то, что мирно, в нужное время, вот можно, например, Украину на джихад отправить. Да, это сейчас как бы приручили это делать. Ну, пытаются приручить. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wassalatu alayhi vinegret dik bintuata birem diket ломашка бочкову икра амма бад. Всем кафирам чеченское, кефирское, языческое, безбожниковское приветствие жагалийское. Марштовал, приходите свободными. Вы все будете платить, иншаллах, джизю. Вот этот яхуд тоже, который защищает мусульман тут. Вы все будете платить джизю в униженном состоянии по 9 суре 29 аята Аллаха. И мы доведем слово Аллаха. А можно спросить, вот куда окошко, куда это надо платить? Можно? Амир, вот сегодня, как Кадырову поставил Путин, как губернаторы, это амиры. Путин ставит амиров, кого пожелает. Вообще народ вообще ни хрена не спрашивает. Вы же знаете, как в России теперь? Путин, халиф, единогласное мнение иджма решила, что Путин может ставить в каждой республике своего амира, кого пожелает, как Аллах. Путин может быть голубым официально, и никто не может ему даже перечить. За него можно сделать дуа или пойти в церковь, свечку поставить. Максимально вот восстание вот такое. Вот православный может свечку поставить, попросить там у своего башка, чтобы он перестал быть голубым. А мусульмане могут у Аллаха в мечети 5 раз, постояв в позе, попросить сделать его праведным халифом. Но Путин, даже если голубой, он имеет право бить по спине всех россиян, отнимать у них имущество. Имуществом в исламе считается жена. Да-да-да. Полностью осуждаю. Осуждаем. 32 плюс Аллах воскресе. Осуждаемое и само слово осуждение. Аллах воскресе. Весь ТикТок. И все, короче, незаконные действия Российской Федерации осуждают. Ну, мы же видели, как Путин лизал Коран. Да-да-да, прямо облизывал почти примерно свой рост Коран Камасутру привез в Чечню. И, короче, поставил его в мечеть, его любимую мечеть, которую он на костях чеченского народа построил. Да-да-да, прямо на костях.
Даже, короче, когда там делали фундамент, находили кости, на костях чеченского народа построил базу Аллаха, который Аллах не мог 1400 лет построить. Ни Аллах, ни Мухаммед, ни вся умма мусульманская не смогла в Чечне сделать для ислама то, что сделал Путин. Альхамдулилля. Альхамдулилля. Мы гордимся своим лидером, халифом. Короче, это слово выскочило, извиняюсь, альхамдулилля. Но даже если он пидор, он наш пидор, он нам подходит, альхамдулилля. Мы все, короче, по воле Аллаха попали под... Вот у мусульман как захватил кто-то власть, ему присягают. Все руки подняли и сдались. Это слова Тумсу Лубянского, нашего великого мученика, который проснулся, когда недокиллер приехал с России, видишь ли, в Европе. Они не смогли в целой Европе какие-то спящие ячейки там послать, как скрипалям, вот намазать ручку. И, короче, даже люди не узнали, что случилось с Тумсу. Осуждаю. А зачем? А за что его? Вот что это у меня тоже вопрос. Что он сделал? Объясните? Что он сделал? Я не понимаю. С борода там, от бороды, тоннами целых. Да борода можно сейчас даже, до колен можно бороду. Что он им сделал? Я не может он... Он Кадырову, вот этому исламу не понравился. Короче, не понравился он ему. И он начал свою борьбу. Легенду ему делали такую. Да, как Mein Kampf, моя борьба. Личный враг Кадырова. Представляешь? Личный враг Кадырова. Вот даже вот этот... Когда вот этот недоманьяк, короче, сидел на нем и по его черепку бил молотком. Подожди, у нас пятница называется именем великомученица Эрска. Может его переименовать в Тузика? Тулисконя. Тулисконя. Пересконя была у нас, да. А сейчас или Шмакосконя можно. Шмакосконя. Великий наш куратор, великий, короче, простой русский парень, который принял ислам. Подожди, если Шмаков выше по званию, не его ли именем надо будет? Да, Шмакосконя можно. Шмакосконя. День Шмака. Шмакен, да. Да, День Шмакова Игоря. В честь Игоря Шмакова. По 3 местах раздавать тут это. Там, не знаю, муку, там, рис, сахар. Можно спросить? Да, бисмилля. А это как его можно? Ой, да, что мусульман. Через PayPal должны. короче, Джизе. Нет, це ми ТВН гола. Подожди, криптой можно? Це нет. Как раз таки Амир. Как раз криптой. Амир местечковый, который, вот, например, Кадыров как делает? Путин поставил, он над чеченским народом имеет право делать все, что захочет. Но когда там русскому он дорогу пересечет, тот он в кусты. Понимаешь, он в кустах оказывается. И над чеченским народом он имеет право взимать с них жизнь сколько пожелает. И он так и делает. Например, вот эти детские выплаты, как их называют, по рождению второго ребенка, 50/50. И вот эти компенсации после войны, 350 тысяч было, 50/50. Вот он имеет право взимать жизнь как хочет.
иногда 70/30. Вот то же самое в исламе. Русский мир и исламский мир – это два брата-акробата. Вообще не разлей вода. Вообще не разлей. Вот эти все методы по устрашению. Да-да-да. Как вот пророк наш, саллаллаху вассас, короче, своих политических, не знаю. Как будто из одного источника. Да. Путин, например, своих критиков отправляет на концерт Кобзона, как пророк отправлял на это чистилище Аллаха своих критиков. Вот женщину как отправил пророк? Ночью спящую, которая грудным молоком кормила ребенка. И муджахид Аллаха, Мухаммада, пошел и ночью залез к ней и, короче, отправил в чистилище, в ад Аллаха из-за того, что она критиковала стихами пророка Мухаммада. То же самое делает и Путин. Даже живущего в Европе отправляет на концерт Кобзона. Да-да-да. Вот не разлей вода. Просто тут Путин, пророк Мухаммад хуже Путина в миллион раз. Потому что он это делал типа соизволения Всетворца, типа Всесоздателя. Он всю ответственность перекладывал на, короче, этого Аллаха, которого в кармане носил. Да. Почему-то это мне Аллах так. Вот почему это Аллах. А ты докажи, что не Аллах. Как у Кадырова спросят, откуда у вас миллиарды? Аллах дает. А ты докажи, что не Аллах. Вот тем же самым занимался и Мухаммад. Но ситуация, вот тут ваш пророк хуже миллион раз вот этих всех извергов, тиранов. Потому что он это делал типа, в кавычках, от имени Отца Святарца. И мой разум, мое сердце, мое нутро, мое все отторгает это. Я не могу такого Бога принять. Извиняйте, короче. Такого Бога, даже если на дороге найти, он вообще не нужен. Не нужен. Как эти бабки, говорят, нахрен не нужен ваш интернет. Так, братва, друзья, на этой позитивной ноте, если, конечно, вы не против. Лазику можно эту Яхуду, кафиру, наджису? Кто хочет дальше, может быть, другую там. Это я просто на боковую хочу. Все понял, бля. Лазик, я понимаю твою позицию, я принимаю, да, ты имеешь право иметь свое мнение. Но смотри, ты сказал, что у тебя друзья мусульмане. Алло, 29 у нас все думают, что они мусульмане. Лазик, у тебя-то какие-то друзья там на пальцах посчитать. А у меня в этом дерьме копошится весь народ. И Лазик, у меня нету места для маневров, для, не знаю, каких-то компромиссов. У меня народ... Он тебе ничего не говорит. Я ему просто ничего, чтобы он понимал. Я понимаю, он правильно отношение, да? У тебя свое отношение. Ну, просто тут Лазик, тут у нас ситуация, знаешь, какая? У евреев 90% еврейского населения не копошится в этом дерьме. Ну, оно 100% против этого борется открыто. Лучше бы нам было бы, Лазик, вот я бы хотел, чтобы наш народ был в вашей ситуации, чем нынешние наши. Я бы полностью поменял позиции. Мы живем там, в Израиле, мы чеченцы, а вы живете в Чечне, копошите в исламском дерьме и под русским сапогом. Если евреи хотят, если бы мы могли так повернуть ситуацию, я бы полностью эти позиции принял и открыто бы воевал против этого дерьма, чем вот так копошиться в нем. В самом дерьме, вот этом колодце, Будда, а тут свой, чужой не знаешь, хрен поймешь, короче, стучат, вот подлости делают, мать, не мать, твою мать, короче, вот чем вот этом, Лазик, я бы на месте, я бы готов был вот на этих позициях положить свою тушку. Вот такая у нас ситуация, Лазик, у нас целая нация на грани исчезновения с карты планеты Земля.
Мы стоим Как этот говорил, если бы не Ахмад Хаджи, то... Да, народ практически исчез бы с планеты. Да, короче. Назик, вот пойми тоже, нас пойми ты. К нам тут евреи приходят, женщины приходят. И такая же позиция была у, не знаю, как ее, Стелла или Элла, короче. Но она сама очень умная. Я вообще удивлен уму и храбрости. Там у них нету такого варианта, как то, Да. Ну, я просто восхищаюсь еврейскими женщинами, их умом и их мужеством. Да, я вообще восхищен. Я, честно говоря, я не думал, не ожидал, что у еврейского народа такие умные, храбрые женщины. Да, отдаю честь и хвалу от вашим женщинам. Я сегодня даже могу сказать больше. У ваших женщин больше мужества, чем вот сейчас вот ты же слышишь, что вот у наших опущенные, я их называю, кверхузадовцы, чем у этих опущенных. Миллион раз у них духа, храбрости, потому что эта религия делает человека опущенным. Вообще никаких принципов, никаких, короче, вообще, не знаю, человеческих качеств не оставляет. Он полностью... Рабами Аллаха. Да, расчеловечивает, расчехляет любого человека, если туда уходит, вообще мозги, кукуха начинает ехать. Когда каждый день на протяжении 20-30 лет тебе в голову одно и то же дерьмо вливают, кукуха едет. А вот это не само проецировано, это на нас как раз-таки усердно навязывается. На миллиарды долларов. Просто посмотри, что у нас там полностью, даже вот целые кварталы под арабский типаж, там арабские дома, арабские, это как, алло, 29-й, мечеть на каждом повороте, светофоре. Мест полностью. Так, ладно, брат, давай. Благодарю тебя за эту насыху. Как бы уже даже в мечеть ходить не надо, на джумуа здесь как бы уже сразу 3 пропустить можно подряд. Как бы здесь все и про религию, и полностью, короче, все уже рассказали. Масана Гересху, всех благодарю. Машойл, спасибо, благодарю Дересхуйл за подарки, там, за лайки, короче. За цветы посунные. Да, если что не так, короче, извиняйте, потому что иногда бывает что-то неправильно что-то выскажешь. И что мду делать, всем Маш Ойл, оставайтесь, пребывайте, будучи свободными.